У эфіры радыё Свабода. У студыі Свабоды Валер Каліноўскі. Мы сёння пачынаем чарговы выбарчы вечар у Беларусі. Працягваюцца выбары, працягваюцца мітынгі кандыдатаў у прэзідэнты. І сёння мы пакажам вам у жывым эфіры, што адбываецца ў Менску, у парку на плошчы Бангалор, дзе нашыя карэспандэнты працуюць і пакажуць вам у дэталях, што ж адбываецца на гэтым мітынгі, які анансавала Святлана Ціханаўская і яе штаб, яе калегі па аб'яднанаму штабу. Сёння, пасля таго, як учора былі затрыманыя 33 расійскіх баевіка кампаніі «Вагнер» у умовах асаблівых аховы, ва умовах асаблівага рэжыму праходзіць мітынг. Сёння прадстаўнікі ўсіх кандыдатаў былі выкліканыя у ЦВК, але вырашылі працягнуць эту кампанію. І зараз мы бачым Аляксандру Дынько, якая знаходзіцца на плошчы Бангалор, там у гэтым парку. Аляксандр, што адбываецца? Мы будем чуць вас хаця бы ў радыёрэжыме. Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы у жывым эфіры у парку Сяброўства народаў а 18-й гадзіне. Тут пачнецца агітацыйны пікет кандыдаткі ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Святланы Ціханаўскай. У ім будуць таксама удзельнічаць сяброўкі яе аб'яднанага штабу Марыя Калеснікова і Вераніка Цапкала. Гэта такі пікет-канцэрт. Ён будзе па плане доўжыцца некалькі гадзінаў. Будуць выступаць розныя музычныя групы. Ну вот з таго, хто тут цяпер рыхтуецца, гэта гурты Light Sound, гэта Лера Яскевіч, гэта таксама гурт без назвы, такі BN называецца. Мы прыйшлі за некалькі дзесяткаў хвілінаў, ну, можа быць, прыблізна за гадзіну да пачатку, і пакуль была яшчэ нармальная хвілінаў 15-20 таму сувязь знікла, але трэба сказаць, што не так шмат тут і людзей пакуль сабралася, каб падазраваць, што мабільныя сеткі. Ну, цяжка нават сказаць, што да 1000 чалавек цяпер знаходзіцца Сяброўства народаў. Мы гэты пікет Як бачым, сігнал прападае. На жаль, мы, відаць, будзем далей працягваць у такім рэжыме рваным. Можа быць, Антон Трафімович, іншы наш карэспандэнт, зараз выйдзе з намі на сувязь. Можа быць, ягоны сігнал. Антон, ці чуеце вы нас, ці бачыце? Калі ласка. Цяпер уключэнне нашай другой камеры. Мы знаходзімся на вуліцы Сурганова у Менску, каля самой плошчы, на самой плошчы Бангалор, дзе цяпер праходзіць пікет складанасці сігналам. Вось, таму мы дышлі амаль на 1 кіламетр, але насамрэч тут таксама можна зразумець маштаб гэтай падзеі. Я зараз папрашу аператара паказаць людзей, якія вось такім бясконцым ланцугом ідуць на нашых вачах ужо прынамсі 10 хвілінаў, што мы тут стаім па абодвух баках вуліцы Сурганова. І нагадаю, арганізатары сёння казалі б, што яны заклікалі 75 000 людзей сабрацца тут. Цяжка пакуль меркаваць, колькі там ужо людзей знаходзіцца, але што сапраўды людзей туды ідзе шмат. Вось мы можам меркаваць проста стоячы на адной з вуліц, якія прылягаюць да плошчы Бангалор і парку Дружбы народаў, дзе сёння праходзіць гэты пікет. Мы прыйшлі дзесьці паўгадзіны таму, і ўвесь гэты час вось людзі сцікаліся. Каля Макдональдса стаяла шмат людзей, і адтуль яны ўжо пераходзілі на бок самога парку Дружбы народаў, дзе праходзіць сённяшні пікет.
Вось зараз можам нават паговорыць з кімсьці, хто спазняецца на гэту акцыю сённяшнюю. Нагадаю, былі ўжо вялікія, нават рэкордныя для розных рэгіянальных гарадоў сустрэчы з аб'яднаным штабам. І вось сёння такая вялікая масавая падзея збіраецца ў Менску. Добрый дзень. Гэта жывая трансляцыя радыё «Свабода». Скажыце, калі ласка, ці вы таксама ідзеце на пікет, які сёння праходзіць? Так, іду цяпер на пікет. Ці гэта ўвогуле першы, на які вы ідзеце? Якія былі тут у горадзе Мінску, была на папярэднім пікеце і зараз іду на другі пікет. Таксама удзельнічала у цепочке салідарнасці на праспекце Незалежнасці. Ну і наогул стараюся удзельнічаць ва ўсіх, якія праходзяць у горадзе. Вось вы таксама пешкі ідзеце, а чаму, ну вось як бы людзі, вось мы зараз таксама бачым, ну ідуць адтуль пешкі. Чаму адтуль ідём? Так. Я іду наогул з працы. Я тут працую і іду проста. Якія у вас чаканні вось ад сённяшняга мерапрыемства? Ад сённяшняга мерапрыемства я хочу яшчэ раз для сябе пацвердзіць мой намер удзельнічаць у выбарах, мой намер выбраць кандыдата Святлану Ціхановскую і яшчэ больш маіх сяброў заахвочваць да гэтага мерапрыемства, тому што зараз мы сустракаемся з дзвюма маімі сяброўкамі, з мужам сяброўкі і разам пойдзем. Я думаю, такім чынам мы зможам яшчэ больш людзей да гэтага прывабіць, так скажем. А навіны пра вось выклік кандыдатаў у прэзідэнты сёння на у Раду бяспекі, вось інфармацыя пра вялікую колькасць міліцэйскіх машын тут, ці вас гэта не палохала? Мяне гэта не палохае, я стараюся сачыць за ўсімі навінамі. Сёння сапраўды была такая навіна, што выклікалі. Я не думаю, што калі мы сапраўды мірна будзем выказваць свае погляды на тое, што зараз адбываецца, мне, мабыць, просто не хочацца верыць у тое, што мы можам быць затрыманыя або штосьці супраць нас будзе здзейснена. Хаця я, конечно, понимаю, што гэта ўсё адбываецца і гэта ўсё між намі адбываецца. Я просто не хачу, мабыць, у гэта верыць, і мяне гэта не палохае. Я думаю, што кожны павінен сёння ўстаць з канапы, пайсці ў горад і выказаць тое, што ён думае. Калі не выказаць, то хаця б паслухаць і для сябе паразважаць і прыняць якое-то канчатковае рашэнне ў выбарах. Дзякую вам вялікі. Вам тоже вялікі дзякуй. Всего добрага. Мы пакуль працягваем стрым з гэтага месца выключна праз тэхнічныя складанасці. Вельмі перагружаная сетка, але ўсё роўна тут шмат людзей, якія акурат ідуць на падзею, з нагоды якой усе чакалі гэтага стрыма і глядзяць нашу трансляцыю. І будзем паспрабуем далей вылавіць і пагаварыць з іншымі удзельнікамі гэтага будучага пікету. Добрый день. Скажите, ласка, ці вы не ідзеце на Бангалор туды? На метро, так. У нас гэта Радыё Свабода, у нас жывая трансляцыя. Вось цікавімся настроямі людзей, якія сёння ў гэты дзень сабраліся. Цудоўны выдатны настрой. У нас свята. Ідзем святкаваць. Ці навіны вось пра Раду бяспекі, пра баевікоў учорашнія, яны неяк паўплывалі на вас? Што вы думаеце на гэты конт? Паўплывалі. Вось я перайшоў на 3G, каб даць інтэрнэт людзям. Ну, бяспека павінна быць, павінна саблюдацца. Ну, будзем крышку асцярожней, так, глядзець па баках. Глядзіце, вось, што ўвогуле думаеце наконт аб'яднанага штабу і вось турнэ мінулага тыдня па гарадах Беларусі? Ну, народ падняўся, гэта вельмі добра. Гэта было вельмі цікава глядзець. І вось зараз я буду прымаць удзел уже ў Мінску. А раней прымалі ўдзел? Так. Калі гэта было? 2 тыдні таму. Ну, вось. Зараз, я спадзяюся, людзей будзе значна болей. Няма перасцярогі наконт таго, што можа шмат міліцыі, шмат аўтазакаў ўжо прыехала да плошчы Бангалор? Не, нас болей, значна болей.
Добра, дзякую вам вялікі. Так, калі ласка. Вось гэты чалавек акурат расказаў пра тое, што ён перайшоў на 3G. Гэта сапраўды каб сігнал быў лепшы для нашага стрыму, мы прасілі нашых чытачоў і гледачоў, каб яны абмежавалі выкарыстанне мабільнай сувязі і інтэрнэту, але ўсё роўна праз вялікі наплыў людзей у адным месцы складана там адтуль зараз перадаваць, але мы яшчэ гэта абавязкова зробім. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Вы раптом не у парк Дружбы народов и детей? Расскажите, чему вы решили? Мы вообще не были на самом деле на митинге. Насколько я знаю, что уже проходило в Минске данный митинг. И мы бы хотели поприсутствовать, послушать Татьяну, послушать Цепкала и так далее, других людей вообще. И также мы выражаем свою позицию таким образом. На минулых вы не были. Это первый увогуле митинг, на який ви збираєтеся? Да, это первый. Чому, ці збиралися на минулый, и чему на гэты вы решили выпасти? Мы работаем здесь рядом. Вот, так совпало. И, у нас собралась большая компания молодежи, которые все решили уже в этот раз, присутствовать на данный момент. Вось распавядзіце, калі ласка, чаму вялікія кампаніі моладзі вырашылі далучыцца да мерапрыемстваў, на якія раней не шмат людзей зусім збіралася? На самом деле не поняла вопроса. Чаму вы решили в великой компании долучиться, хотя ранее вы не удельничали в подобных мероприятиях? Потому что время уже подходит на самом деле, и уже нужно сделать свой выбор. Потому что на данный момент мы были изначально за другого кандидата. К сожалению, он не избран, поэтому хотим послушать и быть уверенными, что мы выберем правильного. А якое вы зараз стаўленне да выбараў і да кандыдатаў, якія засталіся? Вось у вас ёсць перавагі наконт кандыдатаў? Мне кажется, что всем понятно, кто выиграет на самом деле, и никакие митинги, к сожалению, на мой взгляд, лично не помогут, но все же мы верим, мы люди с надеждой в глазах, и я вижу, как страны другие тоже нас поддерживают, и мне кажется, это впервые вообще за долгое время такое, чтобы такой ажиотаж создать, это нужно было постараться, поэтому такой вот. Дякую вам вялікі. Спасибо. Так, нагадаю, што вось тыдзень увесь мінулы сапраўды ў іншых гарадах многіх праходзілі таксама мітынгі аб'яднанага штабу. Іншыя кандыдаты ў прэзідэнты сёння сказалі, чаму яны іх не праводзяць свае мітынгі, тлумачачы гэта мерамі бяспекі. Так, давайте паспрабуем. Добрый дзень. Гэта Радыё Свабода. Вы ці не туды, туды, просто нават не чуючы пытання. Раскажыце вось пра ваши чаканні ад гэтага мерапрыемства. Паслухаць. Вы не былі яшчэ? Ні разу раней не. Ні разу не былі ўвогуле на мітынгах? Гэтых. На мітингах я бываў, але у Ціхановска яшчэ не бываў. А што ўвогуле думаеце пра гэтага кандыдата? Все павінна быць добра. Надзеі. Добра. Павінна і все добра. Надзеі на перамены нас туды, собственно, і увлекут. А на папярэдніх выбарах ці у вас не было надзеі? Там 15-й год, 10-й, 6-й? Я за гэтага прэзідэнта і адразу не галасаваў. Па гэтаму я... По гэтаму сумленне наше чыстае. Гэта не наш прэзідэнт, поэтому... Усё. Добра, дзякую вам за меркаванне. Гэта наш шлях сюды. Всяго добра. Дзякуем за меркаванне. Зараз мы пераводзім на студыю нашу і працягнем трансляцыю адтуль. Дякую вялікі Антону Трафімовічу, які вось на подступах да плошчы Бангалор, дзе в этой хвіліны пачынаецца мітынг, працуе і сустракае людзей. Мы бачым, якія цікавыя думкі, меркаванні ўсе выказваюць. Александра Дэнькоя знаходзіцца яшчэ там у цэнтры, у эпіцэнтры, дзе вот пачынаецца гэты мітынг, але, на жаль, сігналу няма. Магчыма, пазней мы звяжемся з ёй і паговорым у рэжыме такога радыёрэпартажу, паказаўшы кадры, паказваючы кадры, магчыма, якія мы знойдзем. Але раней Александра здолела пагаварыць з іншымі людзьмі, якія ішлі,
прыйшлі на гэты мітынг і распытаць пра іхнае меркаванне і пра выбарчую кампанію, пра меры бяспекі і пра мітынг. Давайте паглядзім, што яны гаварылі. Прабачце, калі ласка, за тэхнічны збой. Мы пастараемся наладзіць, як толькі будзе магчыма, бо нема гука. Карцінку мы бачым з папярэдняга включэння, з запісу Александра Дэнько на плошчы Бангалор, дзе яна гаварыла з людзьмі, але нема гуку. Ну, хачу сказаць, што, канешне, гэты... Ці аднавіўся гук, калі ласка? Таксама не магу. Вы глядзіце кадры, я просто раскажу, што, канешне, этот драматычны момант у выбарчай кампаніі адбыўся ўчора і сёння. І сам гэты мітынг быў пад пытаннем, таму што учора былі затрыманы 33 баевікі Вагнера з Расіі, якія прыехалі паводле беларускіх уладах нібыта зрабіць нейкія, скажем так, складаныя рэчы. Нават сёння гаварылі пра падрыхтоўку тэрактаў. Гэта сапраўды такія небяспечны момент. Давайте вернемся до Антон Трофимович, знову вийшов до нас на совість. Антон, ну працягніце рэпартаж з подступаў, калі ласка. Плошчы Бангалор, дзе сёння праходзіць пікет, але тут ідуць людзі, якія акурат збіраюцца наведаць гэты пікет, і у нас есть магчымасць пагаварыць з імі таксама. Добрый день. Добрый день. Скажите, вы не на пікет раптам ідзеце? Да, гэта Радыё Свабода, у нас жывая трансляцыя. Вось цікавімся меркаваннямі людзей, чаканнямі ад сённяшняй падзеі. Ну, бо ўжо ж былі іншыя пікеты і ў аб'яднанага штаба, і ў ціханаўскіх. Што, ну, вось якія вашы чаканні ад сённяшняй падзеі? От сегодняшней подеи чекани. Ну, это я первый пикет, на который я иду. Я хочу просто сам услышать не то, что говорят либо государственные, либо независимые СМИ. Я хочу сам узнать, услышать, что говорит данный кандидат Светлана Тихановская, что она предлагает. Как бы для этого я сюда и иду сейчас. А пакуль увогуле у вас якія былі перавагі паміж іншымі кандыдатамі? Хто вам быў больш даспадобы? Сложно так сразу ответить, если честно. Но пока больше, конечно, склоняюсь к Светлане, так как какие-то перемены она предлагает. А якіх перамен вам бракуе? Чаго вы хочаце? Развитие. Зараз его нема? Ну, как мне кажется, за последние 10 лет оно, может быть, и есть, но очень слабое, очень незаметное. Это больше даже, наверное, эволюционное развитие самого народа, так как мы живем не в закрытом государстве, у нас есть соседи, те же самые европейские государства, Россия, вот, и взаимосвязи с ними, и мы развиваемся параллельно со всеми. Вот. А такого развития, которое бы именно наше руководство нашего государства подталкивало бы, как бы, ну, слабовато, мне кажется. Добре, дякуємо за меркаванне. Все, пожалуйста. Всего доброго. Добрый день. А скажите, классно, можем мы с вами поговорим? Ці ви... Мы опаздываем. Не знаю, мы смотрим ваши... 2 хвилины. 2 хвилины. Расскажите, ну, вот чему на сегодняшний пикет вы решили пойти? Нам они нравятся, хотим перемен, мы за молодежь. Старикам почет, молодежи дорога. Вельмі хутка, вельмі сцісла. Тлумачаць людзей, чаму яны вырашылі пайсці на сённяшні пікет. Добрый день. Да, калі ласка, гэта Радыё Свабода? Да. Жывая трансляцыя. Вось цікавімся ў людзей. Пры тым, што Светлана Тихановская ўжо шмат дзе выступала, шмат хто яе пачуў і ўжывую, і падчас жывых трансляцый. Вось чаму вырашылі ўжывую яшчэ сёння прыйсці? Ну, я на самом деле первый раз пойду на этот митинг. Если бы они были чаще, я бы пошла на них чаще. И мое желание выразить солидарность и быть вместе со своей страной, оно просто огромное. Это удивительное счастье видеть белорусов объединенными, видеть белорусов позитивными, видеть белорусов мирными, желающими перемен в этой стране. Мы хотим, чтобы звучала сегодня музыка, чтобы люди улыбались и чтобы произошли честные выборы.
Вось ці вы ведаеце наконт таго, што на Вераніку у Веранікі Цыпкалы была затрыманая сёння яе сястра, ну і выклікалі сёння кандыдату ў Раду бяспекі. Вось як вы ацэньваеце такія падзеі вось сённяшнія? Я считаю, что власть боится мирных людей, власть боится того, что люди хотят перемен, хотят жить по-новому. На самом деле выступление Тихановской заключительное на ее дебатах, оно было очень светлым, очень нежным, и она рассказывала совершенно простые вещи, никакого волшебства. Она говорила о том, какой она хотела бы видеть родную Беларусь, и это просто маленькая европейская страна, где люди счастливы в своих малых городах, на своей малой родине. Ничего удивительного. Так живет вся Европа. Я, когда приезжаю отдыхать, я ведь не еду в Рим, потому что это столица Италии. Я еду в маленький городок Салоу. И в этом Салоу есть рестораны, хорошие дороги, есть вся инфраструктура для жизни и работы. Я думаю, что Беларусь, победившая во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, может жить так же, как Европа. Почему нет? А чому вона так не живе, на вашу думку? Потому что умные, талантливые, образованные люди не хотят работать с текущей властью. Они умеют, они знают, они готовы. И, к большому сожалению, они уезжают из этой страны. Я думаю, что очень многие люди захотят вернуться, если в стране произойдут перемены. Дякую вам велике за ваше меркаванне. Спасибо. И куда делась моя группа поддержки? Выбачайте, мы моя не... группа поддержки ушла. Адцягнули вас. Так, ужо который чалавек, з кім мы гаворым, пакуль гэта большасць, яны ўвогуле не былі ні на водным з мітынгаў Светланы Тихановскай і хочуць проста яе асабіста пабачыць. Добрый дзень, можна з вами паговорыць? Добрый дзень. Добрый дзень. Радыё Свабода, у нас жывая трансляцыя. Вось пакуль большасць людзей, з кім гаварылі, першы раз ідуць на сустрэчу з Тихановскай, ці вы ўжо былі калісьці? Другі раз на мітынгу ў Менску, вось, і таксама адзін раз ездзіў у Бабруйск. Адмыслова з Менску? Да, так. Чаму так? Ну, жадаў праехацца на мотоцикле і приятное с полезным сумясціць. Вот, і падтрымаць Тихановскую. Якія вось уражанні былі ад бабруйскай сустрэчы? Вельмі много народу, ўсё вельмі светлой атмосферы проходило. Очень здорово, там было очень много людей, была крутая атмосфера, ну и девчонки молодцы, очень вдохновенно выступали. А ці сочыце за кімсьці з іншых кандыдатаў у прэзідэнты? Ну, у меншай ступені сачу, за імі назіраю, там, за Дмітровым, але, ну, вельмі мала. Я спадзяюся, што асноўная наша надзея гэта дзяўчата. Сёння вось вы такой вялікай кампаніі ідзеце, так? Да, але гэта яшчэ не ўсе, хто сабраліся. Я думаю, што яшчэ людзі падыдуць. На ўсе астатнія мітынгі я адзін хадзіў, але цяпер атрымалася сабраць болей людзей. І з большай ахвотай ўжо людзі ішлі. Гэта вы самі сабралі? Ну, недзе праз соцсеткі нейкія людзі далучаліся. Я пісаў, што пайду, і хтось далучыўся, ну і сваіх яшчэ сяброў прыцягнуў сабой. Ну, вы былі ў Бабруйску, што сёння вось хочаце пабачыць і пачуць, калі вы ўжо знаёмыя з гэтым кандыдатам? Я хочу адчуць атмасферу свабоды. Это мыць галоўнае, ну і падтрымаць, паказаць дзяўчатам і таксама другім людзям, што нас шмат, менавіта для гэтага я тут. Вось, ну, сёння гэта афіцыйны мітынг, але ўсё роўна нейкіх перасцярогаў у вас няма? З пункту гледжання бяспекі? Ну, ёсць нейкія думкі, што могуць быць нейкія правакацыі, але спадзяюся, што ўсё будзе добра. Ну, то есть какой-то процент отдаешь на то, что может все закончиться не очень хорошо, но все-таки какая разница, все равно надо быть здесь. Дякую вам вялікі. І вам таксама дзякуй за працу, усяго добрага. Дзякуй. Дзякуй. Вось так, вось гэты чалавек акурат сказаў пра тое, што ізноў жа ягоныя сябры першы раз збіраюцца наведаць мітынг кандыдата ў прэзідэнты увогуле. Добрый дзень. Добрый дзень. Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Можна з вами паговорыць? Вы раптам не на пікет збіраецеся? Конечно, да, на пикет. Расскажите, вы были на інших пикетах? Нет. Ну, на некоторых были. На каких? Во-первых, предыдущие годы, во-вторых... А сёлета?
Нет, Нет, это наш первый. Нет, когда Бабарика, он был. Хорошо, да, я наверное, забыла. Да. Не первый. Што ввогуле думаеце пра вось гэтую ініцыятыву з аб'яднаным штабам? Мне очень нравится, весь этот образ 3 сильных женщин. Это очень здорово и воодушевляюще. Але ёсць меркаванне, што Канстытуцыя Беларусі не напісаная пад жанчыну. Я как женщина категорически с этим не согласна и не могу вообще комментировать это цензурно. Што штось канкрэтнага, што вас прываблівае у гэтым палітычным праекце, так скажем? Может, ты... У параўнанні з іншымі, якія ёсць вось кандыдатамі прэзідэнты. Какие у нас есть? Какие еще у нас проекты есть? У параўнанні з іншымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Какие еще кандидаты у нас есть? Андрей Дмитриев, Спадар Чэрачань, Канапацкая и Александр Лукашенко. За ими не сочите? Ці сочите так само? Нет, смотрим за всеми, но на мой взгляд, на наш взгляд, с многими было все очень очевидно и понятно, кем они являются, для чего они нужны были и зачем они были зарегистрированы. Поэтому, очень много подозрений и очень много плохих чувств и ощущений по отношению к ним здесь. Конечно, тоже некоторые кандидаты спорны, некоторые факты биографии и нюансы. Это тоже вызывает вопросы, но, по крайней мере, да, сейчас есть хорошая идея объединения различных, в том числе, возможно, слоев различных частей оппозиционно и неоппозиционно настроенных населения, во-первых. Во-вторых, это показывает то, что наконец-то дает возможность даже тем, кто не интересовался, наконец-то понять то, что как относятся к людям, это не то, что просто какие-то, как в 2006 году, те, кто в 2010 году, что это какие-то поехавшие люди выходят и прочее. Наконец-то многие наконец-то проснутся и увидят, что это не так. В этом плане, конечно, это отличная идея объединенного штаба и, возможно, немножко нейтральная повестка. Поэтому, да, нам это нравится. Во-вторых, да, и очень красивый, это уже, наверное, заслуга пиара, очень красивый образ. И в рамках, тем более, современной повестки, это тоже очень здорово и круто. Возможно, когда-нибудь на Netflix будет сериал про это. 100% сериал. Чекаете сериал про гэтую политическую кампанию? Да, я прям уверена, будет там мини-серии или там серии 6 про вот с каждым этапом, как садили там Бабарика, как они объединились, я прям вижу уже. Дякую вам великі за ваше меркаванне. Спасибо. Всего доброго. Так, я скажу, што прыйшло каля 20 хвілінаў ад афіцыйнага пачатку гэтага мітынгу. Тут на вуліцы Сурганова, дзе мы знаходзімся, вось можна паказаць, што прыцягваюць просто ісці і ісці людзі. Тут усё абсолютно спакойна. Добрый день. Это Радио Свобода. У нас живая трансляция. Вот размовляем с людьми, которые спазняются на митинг. Скажите, чему вы решили прийти сегодня сюда? Я сюда пришел, потому что я хочу чувствовать себя свободным человеком, который имеет право высказывать свою позицию. Поэтому. А у інших обставинах, у інших местах, у інший час? Конечно же, но сегодня так еще получилось, я не так далеко отсюда работаю, поэтому появилась прекрасная возможность здесь оказаться. Это как раз-таки моя коллега Юлия, да. Очень приятно. Добрый день. Што ввогуле вось пра гэтую палітычную кампанію, пра гэтую прэзідэнцкую гонку думаеце? Вось засталося менш чым 2 тыдні да яе. Ці чакалі, што можа падобнай гарачай кампаніі атрымацца сёлета? Нет, конечно же, я, как и все, не предполагал, что именно таким образом может все произойти. Но я, как и все белорусы, думаю, что в нашей стране, чтобы жить хорошо, не нужно пахать на 3 работах или быть каким-то гением. Да, достаточно, как во всех цивилизованных европейских странах. То есть работать на обычной работе, которую у тебя лежит душа, и чтобы была возможность отложить деньги там на машину, да, на квартиру и так далее и тому подобное, чтобы жить именно в таком комфорте. Вот. И именно поэтому в стране должна быть построена система иначе. Для этого нужен свежий взгляд и изменения, соответственно. А іншыя кандыдаты, ці яны гэты свежы погляд прадстаўляюць, на вашу думку? Конечно же, то есть другие кандидаты. Мне больше всего импонировал Цыпкало, и вот его не допустили. Но я считаю, что сейчас, в принципе, любой человек
будет лучше действующего президента. Дякую вам велике. Да. Всего доброго. Хацеў сказаць, што у гэтай частцы, прынамсі на вуліцы Сурганова, ўсё праходзіць абсалютна мірна. Тут, прынамсі, не бачна ні скаплення міліцыі, ні ўвогуле нікога з праваахоўнікаў. І так, выбачаюся. Так, а зараз мы можам, ось мне паведамляюць, перавесці на студыю і пабачыць, што адбываецца ў іншым месцы. Дякую вялікі Антону Трафімовічу. Наші карэспандэнты знаходзяцца там, на месцы, дзе пачаўся ўжо 20 хвілін мітынг-канцэрт на пляцоўцы Бангалор. Пакуль яшчэ няма выступаў, выступы чакаюцца крыху пазней, недзе праз гадзіну з'явіцца і Святлана Ціхановская, кандыдатка на прэзідэнта. Тады мы паспрабуем яшчэ включыцца з Александрай Дынько, якая знаходзіцца там і раскажа падрабязнасці, якія там меры захады бяспекі і што гавораць людзі. Але раней Александра Дынько, наша карэспандэнтка, ўжо працавала сярод людзей, якія прыйшлі, і таксама пагаварыла, як і Антон, з людзьмі пра іхныя абмеркаванні і думкі. І гэта, напэўна, самае цікавае з нашых рэпартажаў. Калі ласка, давайте паглядзім яшчэ одно відэо, запісанае крыху раней. Вітаем вас, беларуская служба «Радыё Свабода». Мы ў жывым эфіры з Менску. Гэта парк сяброўства народаў. Тут неўзабаве пачнецца агітацыйны пікет кандыдаткі ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Святланы Ціхановскай. Гэта такі пікет-канцэрт, яго плануюць праводзіць некалькі гадзінаў. Будуць удзельнічаць розныя музычныя гурты. Ну вот з таго, што я ведаю, гэта гурт Light Sound, гэта спявачка Лера Яскевіч. Гэта таксама гурт, які называецца BN, без назвы. І будуць выступаць сама кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская, таксама удзельніцы яе аб'яднанага штабу Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала. Чакаецца, што будуць таксама іншыя людзі, значныя для Беларусі людзі, якія падтрымліваюць кампанію Святланы Ціхановскай. Будзе выступаць таксама дзяўчына Эдуарда Бабарыкі. Гэта сын былога прэтэндэнта ў кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі Віктара Бабарыкі. Яны разам, і Віктар, і Эдуард, цяпер знаходзяцца у СІЗА КДБ. Па апошніх звестках, магчыма, іх нават перавялі ўжо ў СІЗА на Валадарку. І Віктар Бабарыка быў выключаны з гэтай прэзідэнцкай гонкі. Яго не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты. А мы плануем весці свой жывы эфір на працягу ўсіх гэтых гадзінаў. Спадзяемся, што нам дазволяць тэхнічныя магчымасці гэта зрабіць. І таксама звяртаемся да карыстальнікаў сацыяльных сетак, да ўсіх, хто нас глядзіць, да ўсіх, хто нас каментуе. Радыё Свабода аб'ектыўна і ўсебакова асвятляе падзеі і ў Беларусі, і ў свеце. Мы не заклікаем да несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Просім усіх устрымацца, не заклікаць да парушэння беларускага заканадаўства. Таксама не дазваляць сабе абразы і ў каментарах. Проста будьце добрымі адзін да аднаго. Трымайцеся таго, каб дыскусія, якая ў нас ёсць, яна была эфектыўная, яна была класная. У той жа час у Беларусі ёсць канстытуцыя, якая гарантуе грамадзянам Беларусі ўсе правы, і права на свабоду сходаў, і права на свабоду выказвання. Спадзяемся, што таксама удзельнікі стрыму прыслухаюцца да нашай просьбы, будуць мець гэта ўсё на ўвазе, і у нас у эфіры прагучаць мега цікавыя меркаванні, як это заўжды у нас бывае. Пакуль што мы паказваем вось пляцоўку падрыхтоўчую працу, якая тут ідзе. Яшчэ няма тут галоўных асобаў, яшчэ толькі рыхтуюцца да правядзення гэтага мітынгу. Святлана Ціхановская апошні тыдзень ездзіла з паездкамі такімі агітацыйнымі па краіне. Па 3 гарады ў дзень яны наведвалі разам з сяброкамі свайго аб'яднанага штабу. Ужо аб'ехалі Віцебскую вобласць, аб'ехалі Гомельскую вобласць. Мы, Радыё Свабода, таксама вяло стрымы з некалькіх месцаў з пікетаў Святланы Ціхановскай. Не было нас у Бабруйску. Кажуць, што ў Бабруйску прыйшла рэкордная колькасць людзей, 6 000 чалавек.
Але мы былі ў Гомлі, калі па падліках людзей, якія былі таксама на гэтым пікеце, было ад 10 до 13 тысяч чалавек. Паглядзім, колькі прыйдзе ў Менск. Таксама варта зазначыць, што ў такой незвычайнай абстаноўцы цяпер праходзіць выбарчая кампанія. Учора стала вядома, што ў Беларусі затрыманыя 33, як кажуць праваахоўныя органы, баевікі, якія належаць да прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер». Гэта расійская кампанія. Яны былі затрыманыя ў санаторыі пад Менскам. У сувязі з гэтым Александр Лукашенко тэрмінова склікаў нараду. І сёння зранку ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты выклікалі ў Цэнтральную выбарчую камісію. Перад імі выступаў сакратар Савета бяспекі Андрэй Раўкоў. Усім было паведамлена, што цяпер кампанія і ўсе масавыя мерапрыемствы яны знаходзяцца пад пільным наглядам, што будуць узмоцненыя меры бяспекі падчас гэтых мерапрыемстваў. І таксама заклікаюць кандыдатаў да таго, каб яны пільнаваліся бяспекі падчас гэтага. Папярэдзілі іх пра тое, што 33 чалавекі, якіх ужо затрымалі, гэта не ўсе меркаваныя людзі, якія маглі рыхтаваць правакацыі ў Беларусі, што ўсяго у праваахоўных органаў ёсць звесткі пра 200 чалавек. Гэта значыць, што 170 чалавек яшчэ пакуль не затрыманы. Андрэй Раўкоў сказаў, што займаюцца праваахоўныя органы іх затрыманнем, але такая фраза ў яго цікавая прамільгнула ў размове, што вот знайсці іх як гулку ў сене. Тым не менш, кампанія працягваецца. Святлана Ціханаўская заявіла, што ніякіх зменаў у сувязі вот з апошнімі падзеямі ў сваю кампанію яны уносіць не будуць. Ну вот пакуль што мы тут вот многа ўсяго распавялі з таго, што адбылося напярэдадні сёння гэтага мітынгу, пікету. Я нагадаю, што тут неўзабаве на плошчы Сяброўства народаў пачнецца агітацыйны пікет кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціханаўскай. Некалькі гадзінаў ён працягнецца. Я ўжо казала, што вот усе і папярэднія нават пікеты так былі арганізаваны ўжо зусім па-даросламу тут у Менску. Бачыце, раздаюць такія балонікі белыя. У кожнаму можна атрымаць вот такі адмысловы сцяжок з сімвалямі кампаніі. А можна вот до вас звярнуцца? Мы у жывым эфіры Радыё Свабода. Скажите, калі ласка, чаму пришли на гэты пикет? Цікавіцеся компанией Светланы Тихановской? Понимаете, в чем дело? Я уже много лет прожила. Мне уже 64 года. Если честно сказать, я ни разу не ходила на выборы в своей жизни. Ни на какие. Но сейчас, как говорится, меня достало. Началось с того, вот эти вот задержания все ни за что наших детей. Понимаете, меня это до того, у меня самой 2 сына, внук подрастает. И что их ждет вот при таком президенте? Я его, если честно сказать, ненавижу, прямо вот говорю. Хотя он все этими пенсиями своими думает, что он нам дает эту пенсию. Мы ее заработали. Я за 40 лет своего труда. Неужели я эти 400 рублей не заработала? И хочу, чтобы мои дети... А сейчас мы наблюдаем, что с каждым годом у вновь молодых пенсионеров пенсии того меньше, чем у нас, которые уже давно ушли. И что это? Экономика работает. В общем, я определилась. Я сразу хотела за Бабарыка. Он грамотный человек, экономист. Все, поднял такой банк, за что его и посадили. Но сейчас за Тихановскую, из-за того, что она гарантирует потом выборы честные. Вот я за честные выборы. А чему вы ее доверяете? Ну почему? Потому что вот именно этот лозунг, что будут честные выборы. И я надеюсь, что она победит. Хотя бы вот, чтобы потом мы жили в правовом государстве. Мои внуки и дети. Дякую вам велике. Дякую. Одно з меркаванняў мы пачулі. Вот яшчэ падыдзем да маладых людзей. Можна да вас звярнуцца? Мы ў жывым эфіры Радыё Свабода. Вам ёсць 18 гадоў, скажите, калі ласка? Так, супер. Скажите, калі ласка, что думаете про президентские выборы? Ну, здаецца мне, што гэта будуць самыя спякотныя выборы
Ну, гэта мае першыя выбары. Я, на жаль, я зараз жыву ў Менску, а мой выбарчы участак знаходзіцца ў Гомлі. І я не смогу паўдзельнічаць, на жаль. Но... А што думаеце пра кандыдатаў, якія ёсць? Ну, мне больш імпануе Святлана Ціхановская, потому что гэта сапраўдны кандыдат. Яна... Прабачце, першы раз. Ну, все супер, працягвайце. Ваши сябры, вот маладыя людзі, яны цікавяцца выбарамі, увогуле вашае пакаленне? Так, яны вельмі цікавяцца, але яны зараз не ўсе могуць прысутнічаць тут. Вось за мной сяброўка, але ёй няма 18, таму яна проста как падтрымаць нас усіх. А вы ведаеце, што ўчора затрымалі 33 чалавекі, якіх падазраюць у тым, што яны рыхтавалі тэракты і папярэдзілі ўсіх кандыдатаў, што могуць быць правакацыі падчас такіх вот пікетаў. Што вы пра гэта думаеце? Здаецца мне, што гэта ўсё луфта, так жа, як і з белым легіёнам, як пацуку ў вядры. Ну, ведаеце. Вось. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Малады чалавек згадаў справу белага легіёна. Некалькі дзесяткаў людзей былі затрыманы ў 2017 годзе. Таксама па абвінавачанні ў стварэнні незаконнай арганізацыі. Аднак некалькі месяцаў яны правялі ў зняволенні. Аднак эта справа нават не дайшла да суда, і яны ўсе былі апраўданыя. Вот пакуль рыхтуюцца яшчэ пачаць перадвыбарчы пікет Святланы Ціхановскай, Менск, парк сяброўства народаў. А о 18-й гадзіне пачынаецца пікет кандыдаткі ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Святланы Ціхановскай. Гэта быў эфір Александра Дэнько, але не ў жывым эфіры, а ў такім запісе. Александра Дэнько працягвае працаваць на пляцоўцы, дзе зараз адбываецца мітынг Святланы Ціхановскай, перадвыбарчы мітынг вялікі. Вось, і мы будзем чакаць ад яе рэпартажа ўжо не ў жывым эфіры, а ў запісе. Ну, гэта будзе залежыць ад таго, наколькі хутка мы зможам даставіць адтуль гэтыя відэа. А тым часам Антон Трофімович у жывым эфіры працягвае працаваць на подступах да пляцоўкі на плошчы Бангалор. І Антон Трофімович працягвае гаварыць з тымі людзьмі, якія ідуць на мітынг. Антон, вам слова. Алло? Вітаю зноў, шановне гаспадарства. Вяртаемся зараз у сапраўды жывую трансляцыю з Менску. На вуліцы Сурганова, нагадаю, мы стаім. Адсюль каля 700 метраў. Я вось паглядзеў па Мэпсмі да месца, дзе праходзіць мітынг, але нават адсюль, не гледзячы на тое, што шмат машын, шумна на вуліцы, але чуваць, як даносяцца гукі з гэтага мітынгу канцэрту, які праходзіць у гэтыя хвіліны ў парку Дружбы народаў. Вось вы бачыце, што большасць гэтых людзей, вось яны ідуць, і гэта тых, хто таксама сёння хоча трапіць на выступ на пікет аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты Святланы Ціхановскай. Добрый день, Радио Свобода. Можем с вами поговорить? Два слова. Мы идем, спешим очень сильно. Вось спяшаюцца вельмі на гэты канцэрт. Вось людзі, з якімі мы перад гэтым гаварылі, большасць увогуле першы раз збіраюцца на падобны мітынг. Добрый день. Добрый день. Можна з вами? Так, не хочуць, але так, я думаю, што яшчэ будзе не складана. Добрый день. Гэта Радио Свободы, жывая трансляцыя. Так. Добрый день. Можно вам задать питание? Добрый день. Можно с вами поговорить? Так, чомусь тут усе адмаўляюцца размаўляць. Так, нешта у нас не хочуць пакуль вось людзі гаварыць на камеру пра тое,
ці яны ідуць на гэты пікет. Вось, але зараз паспрабуем, спадзяюся, што распавядуць нам. Добрый день. Можно? Добрый день. Это Рада Свобода, у нас живая трансляция. Скажите, пожалуйста, ці вы не на пикет гэты збіраецеся? Пикет. Распавядзіце, ці вы ўжо хадзілі, што думаеце наконт аб'яднанага штабу і Светланы Тихановскай самой, куды вы зараз ідзеце? Ну, объединение это в любом случае хорошо, это консолидация граждан, и мы ее прекрасно видим сейчас. Суть же, идея у всех одна. И каким образом мы объединенные или поодиночке к ней дойдем, это не важно, главное сама цель. Поэтому, ничего не вижу плохого в этом, обычная гражданская позиция, и мы ее видим проявление сейчас, поэтому все как всегда. Як увогуле ці маглі параўнаць кампаніі іншых кандыдатаў у прэзідэнты і таго, што сёння? Я считаю, все сильные уже объединились. Остались лишь те, кто либо не уверен в своей победе, либо непосредственно является, номинальным кандидатом, назовем это так. А які у вас увогуле засталося чаканне ад зыходу гэтых выбараў? Менш за 2 тыдні засталося. До чего? До выбараў. До досрочных месяцев? Не, увогуле, до дня выбараў менш за 2 тыдні. Якія ваши чаканні на увогуле вынікі гэтага? Знаете, я не знаю, какие, не буду говорить мои чекания, я буду говорить, что я конкретно знаю, за кого голосовать, каким образом буду голосовать, и надеюсь, что каждый гражданин уже для себя определился, не сомневается, а именно определился. Он четко понимает, он четко знает, что он хочет ожидать от выборов, вполне законных и предусмотренных Конституцией права его голоса. А так які у вас чаканні ад гэтых выбараў, якія законам гарантуюцца? Победят граждане Республики Беларусь. Добре, дякую вам вялікі. Доброго, до свидания. Вельмі цікаві так адказалі нам. Добрый день. Добрый день, можна з вами? Так. Ось яшчэ кампанія людзей. Ага, вось бачыце, даволі хутка скаплююсь. Добрый день. Радыё Свобода, живая трансляция. Ці вы на гэты пікет сабраліся? Так. Распавядзіць, вы кампанія вось усе разам? Так, мы ідзем разам. Ці ўжо былі на іншых мерапрыемствах такіх? Так, былі. Чаму вы сёння яшчэ раз, калі ўжо чулі пазіцыю Тихановскай і аб'яднанага штабу? Трэба ўсім паказаць, што мы все разам, і то, што нас вельмі шмат, паказаць дзеючай уладзе нашу пазіцыю. Якая ваша пазіцыя? Супраць таракана. Скажыце, які ўвогуле чаканні ад гэтай выбарчай кампаніі у вас? Як вы думаеце, чым яна скончыцца? Нашай перамогай. Вашай перамогай, патлумачце. Усіх беларусаў, да. Потому что всі жадаюць нового жыцця, новой улады, размежавання властей, чтобы мы снова стали европейской страной, европейской державой. А вось, ці чулі вось апошнія навіны пра баевікоў, затрыманых у Менску? Лухта. 100% лухта. Гэта, ведаеце, як нейкі дзіцячы фокус з гэтым знікненнем пальцу. Такая же нейкая рэч, з дапамогай якой спрабуюць накарміць нас нейкай лухтой, і наш народ у гэта не верыць. І вельмі мне прыкра, што наш народ лічыць улады настолькі дурным. Добрый день. Гэта Радыё Свобода, живая трансляция. Ці вы не на пікет ідзеце? Именно на пикет, именно туда. Распавядзіце, што там чакаеце пабачыць, пачуць, што яшчэ не чулі ад гэтага кандыдата. Встреч Светланы Тихановской вживую хочется. Да, что-нибудь вдохновляющее такое. Верить в перемены. Революционное, возможно.
Увогуле, ну вось да таго, як адбылося аб'яднанне штабу, ці разлічвалі, што Ціханаўская вось зможа подобное турне, например, великое, великолепное? Нет, абсолютно неожиданная сенсация. Я думал, что Виктор Бабарико сможет собирать такие пикеты, но сложилось иначе. До того, як адбылася регистрация, якія ваши были пераваги? Нацепкало. Я за Бабарико планировал голосовать, но когда осталась только Тихановская и плюс штабы объединились, выбор очевиден стал за Тихановскую. А іншие кандидаты вам не импонуют? Нет. Тоже нет. Конопатская, спойлер, кандидат. Черечень, Дмитриев, мне кажется, тоже что-то около того. Типа, несерьезные ребята, абсолютно не дают никакой надежды в будущее. Голосовать буду просто, лишь бы против Лукашенко, лишь бы свергнуть этот режим, наконец, 26-летний, и получить свободу, и надежду на восстановление нации в будущем, потому что нация умирает, нужно ее восстанавливать. Вось як ставитесь до слова, что Беларусь спробует дестабилизовать обстановку теперь? Да это цирк и клоунада от властей просто, ничего другого никак. Если они хотели, чтобы я испугался и не пришел, они этого не сделали. Наоборот, спровоцировали людей просто прийти в очередной доказать им, что они здесь уже не решают ничего. Да, чтобы в санатории террористы отдыхали, ждали момента, чтобы дестабилизировать страну вот прямо из того санатория, но это слишком абсурдно, да. Видите, столько людей в этом парке, наверное, этот парк переживает свой пик, тут никогда не было столько людей. Живая Беларусь, все правильно. Дякую вам велике. И вам. Спасибо. Всего доброго. Я нагадаю, что вот мы на улице Сурганова находимся, и тут просто стекаются по этой улице люди, которые идут на пикет за Тихановскую. Добрый день. Это Радио Свобода, у нас живая трансляция. Вы раптом не на пикет идете? На пикет. Расскажите, что это вы показываете? Это я показываю символ мирных перемен. Я не хочу, чтобы эта власть на сегодняшний день существовала в моей стране. Это уже переходит все пределы. Издеваться так над мирным населением, пригнать полный город военной техники, для чего? В вас стрелять или в меня военных сюда пригнали? Я не могу понять, для чего это сделается. Я пришел высказать свое мнение в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. Я имею право сказать, что эта власть меня не устраивает. Я не собираюсь ни в кого стрелять, никого убивать. Только лишь один человек во всей стране грозится расстрелами. Вось сёння афіцыйныя прадстаўнікі казалі, што вось гэтай меры гэта дзеля бяспекі людзей. І вы напэўна бачылі фотаздымкі аўтазакаў, якія вось каля парку стаяць. Ці вы сябе бяспечна адчуваеце? Совершенно. Я не чувствую себя свободным в этой стране. Это самая главная моя небеспека. И эти автозаки пригнали не для тех, кто будет воевать, а для меня, для вас и для остальных мирных граждан. Вот мой друг уже один раз пострадал на демонстрации. Вы трапили? Да, здравствуйте. День. Я уже второй раз буду у вас. И меня на следующий день уже знали про меня менты все. И говорили мне: Павел Николаевич, здравствуйте. То есть нас отслеживают, нас всех мониторят. Это не страна, это все. Это уже, если мы не поменяем что-то, то это будет вторая Северная Корея в середине Европы, Поэтому мы здесь. Ну вось есть же риторика, меркаванне про то, что треба захаваць тое, что маем. Что мы маем? Ничего мы не маем. Маем долги по всему миру миллиардные. Это еще в Минске еще так люди чуть там живет, как более-менее. В Белоруссии за чертой бедности. Да. А на перифериях посмотрите, что происходит. Люди не знают, что все бухают, все. А почему бухают? От безысходности. Я могу этих людей понять, им семью надо кормить. Пьет, потому что все, устал человек, уже ничего не может сделать. Ребят, спасибо, что вы к нам обратились, мы пойдем на митинг. Все, живет Беларусь, все будет добро. Не будет закрывать. День. Ми працягваем наш рэпартаж. На жаль,
Праблемы ўзнікаюць і ў Антона Трофімовича, які везе рэпартаж з подступаў да плошчы Бангалор. На самой пляцоўцы там зараз адбываецца канцэрт. Мы бачым, што як рыхтуюцца да выступу, ну, праз паўгадзіны прыблізна Святлана Ціхановская і іншыя паплечнікі са штаба, яны рыхтуюцца з'явіцца вось на пляцоўцы і выступіць, таксама звярнуцца да сваіх. Вось Святлана вітае, так званая грымёрка вось у штабе Святланы Ціхановскай. Мы бачым, што там ёсць сімволіка і краіны для жыцця, і Валерыя Цапкалы, і прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта сапраўды такі аб'яднаны штаб розных апазіцыйных сіл і цяперашніх кандыдатаў, якія спрабуюць перамагчы на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Прынамсі, адна з кандыдатак, Святлана Ціхановская, сапраўды разлічвае на перамогу, і гэтая перамога можа даць волю яе мужу, які знаходзіцца ў зняволенні. І сёння з'явілася новая інфармацыя, што новыя справы супраць Сергея Ціхановскага былі заведзеныя, Міколы Статкевіча і іншых. 25 палітвязняў у гэтыя хвіліны знаходзяцца пад крымінальным пераследам у Беларусі, у тым ліку і муж Святланы Ціхановскай, і патэнцыйны кандыдат, які не стаў кандыдатам, Віктар Бабарыка з сынам. Вось, так што такім чынам вось такія падзеі яны разгортваюцца і робяць гэтую кампанію яшчэ больш складанай. Мы яшчэ будзем звязвацца з Антонам Трофімовичам, з Аляксандра Дынько, якая працуе ў цэнтры гэтай пляцоўкі на плошчы Бангалор, будзе прысылаць рэпартажы ў запісе, а Антон будзе выходзіць у жывы эфір. Мы будзем паказваць карцінкі, яны ўжо былі, карцінка, што мы, як на якіх бачна, што плошча, пляцоўка сама заагароджаная вся вось спецыяльным металічным такім плотам. Там вядзецца пропуск праз металашукальнікі, туды ввёўся, і таксама фіксуецца на відэо людзей, якія прыходзяць на гэты мітынг. Вось, ну, літаральна яшчэ некалькі 15-20 хвілін назад мы бачылі, як чэргі ішлі людзей туды натоўпамі, не все хацелі гаварыць з карэспандэнтам Радыё Свабоды. Вось, і, ну, пацягваецца, таму што працоўны дзень, а сам мітынг, канцэрт, ён разлічаны да 10 гадзіны вечара. 10:19 чакаецца, вось што Вольга Кавалькова, якую вы бачыце зараз на экране, выступіць. Можа быць, першай скончыцца такая музычная частка, а Вольга Кавалькова першая будзе адкрываць мітынг. Хаця там ужо нейкія выступы прагучалі. Што я магу прачытаць, Андрэй Курэйчык выступаў, рэжысэр, вось, і іншыя. Ну, тым не меней, як бы такая афіцыйная агітацыйная частка ад Святланы Ціхановскай чакаецца пазней. Яна пайшла ўжо, відаць, мы бачылі, як яна сышла вось з гэтай так званай грымёркі. Вось, відаць, там будзе выступ. І мы, на жаль, відаць, не зможам вам у жывым эфіры паказаць яе зварот. Вось, ну, але мы ведаем, будзе пазней гэта, мы прадэманструем відэо да нас трапіць. Але ведаем, што сёння Святлана Ціхановская адмовілася ад удзелу ў тэлевізійных дэбатах, якія былі запланаваныя і папярэдне, і на 17 гадзіне яны адбыліся так на тэлеканале Беларусь-1. На гэтыя дэбаты не прыйшоў і Александр Лукашенко, ён прыслаў свайго давераную асобу Олега Гайдукевіча. Вось, быў Сергей Чэрчань і быў Андрэй Дмітрыеў, два кандыдаты. Вось, а Святлана Ціхановская адмовілася ад удзелу гэтых дэбатаў і запісала відэа, у якім заклікае да наўпростага дыялогу, наўпростых дэбатаў яе і Александра Лукашэнкі. Ну што ж, можа быць, многія нашы гледачы не памятаюць, што ў 94-м годзе такія дэбаты адбыліся паміж двума кандыдатамі, якія на першых прэзідэнцкіх выбарах бралі ўдзел, паміж Александрам Лукашэнкам, кандыдатам яшчэ, дэпутатам Верховнага Савета 12 склікання, і Вячеславам Кебічам, тагачасным прэм'ерам, які тады прадстаўляў партыю ўлады і на якога працавала вертыкаль. І Александр Лукашенко быў пераможцам на тых дэбатах. Зараз ён, ну, паслядоўна ігнаруе ўжо на ўсіх выбарах такія дэбаты. Антон Трофімович зноў выходзіць на сувязь. Мы бачым, што сувязь з перабоямі. Ну, давайте, можа быць, гук добры, і ў рэжыме радыёрэпартажа ён паспрабуе абгаварыць. Давайте слово Антону Трофімовичу, нашому карэспандэнту, каля пляцоўкі на плошчы Бангалор. Складанасці сігналам нам трэба было дасці яшчэ далей. Вось тут на вуліцы Сурганова вельмі марудны рух. Вось тралейбусы перад намі некалькі хвілін стаялі, бо шмат людзей не ведаюць, яны едуць.
у Мінську, але з ким ми розмовляли, більше з них які сьогодні можна з вами поговорити Радіо Свобода, жива трансляція. Ці ви на пікет гэта йдете? Да, иду на пикет, чтобы поддержать своего кандидата, за которого буду голосовать. Ви вже визначилися з вибором? Да, вызначилась. А як давно визначилися і чому ви змінили з цим кандидатом? Ну, потому что я вызначилась сначала за Бабарику хотела, ну, естественно, когда его выбрали и предложила Тихановская такую программу, то, естественно, того, що маємо, є на нестабильности, а именно развития и каких-то более честных выборов и более другой перспективы, свободы нам. А увогуле, ось, ну, до того, як не зареєстрували Віктора Бабарику, за кого ви збиралися голосувати, ці шмат ви ведали і про блогера Сергія Тихановського, і про його жонку Світлану? Ну, это все появилось же как бы на нашем политическом небосводе только перед выборами. Ну, в принципе, как бы да, я посмотрела про всех, ну и Бабарик мне показался самым достойным кандидатом. А що ви думаєте на конт справи кримінальної супроти його? Ну, я считаю, что, конечно, это все не по-настоящему. Ну, все это подделано, и все это так шито белыми нитками. И, ну, все, я думаю, думающие люди это видят и понимают. И... Але ось інформація, яка з комітету державного контролю прийшла про відмивання грошей, вивід їх за межу. Ну, такие справы Тихановского находили 900 тысяч. Они все после выборов, мне кажется, ну, рассосутся и исчезнет как. Вот так вот. Добре, дякую вам велике. Все, вам дякую за вашу работу. Дякую. Ой, добрый день. Так, это живая трансляция Радио Свобода. Вы так само на пикет гэта идете? Да, да, вместе. С семьей? Да, с семьей, с мужем, он там немножко отошел. Чему вы решили сегодня пойти сюда? Ну, потому что то, что в нашей стране происходит, это просто немыслимо. То есть не сказать, что мы хотим что-то нового увидеть. Понятно, что мы за всем следим, все новости знаем, но необходимо выразить свою поддержку, быть там, потому что нужно показать, что нас действительно много. Вот, потому что такая порция новостей льется, в которой просто захлебываешься. Приходится становиться на цыпочки, чтобы не захлебнуться. Ось, до речі, про новини, аккурат свежие. Что вы думаете на конт боевиков, яких в Беларуси затримали? Ну, очень интересно, почему у боевиков не было оружия. Как мы узнаем из новостей, очень много других вопросов. И поэтому всем очевидно, что это все провокация. Ось, ну, сёння на мітингу, что вы там хочете почуть, побачить, просто поприсутничать? Ну, митинг — это не то, чтобы что-то услышать или увидеть. Мы хотим выразить таким образом свою позицию, что мы не хотим больше молчать, мы хотим показать, что мы готовы встать с дивана и прийти и что-то сделать. А няма недоверу до того, что, ну, ось, наприклад, Світлана Тихановська, яна увогуле па-за палітыкай была і сама казала про то, что хочет вернуться дома и готовать, смажить свои котлеты. Нет, абсолютно нет недоверия. Более того, мне очень обидно, что белорусов считают настолько глупыми, что они не могут соотнести одно с другим, что не знают, к чему эти все задержания, не знают, к чему все аресты, нахождение так называемых денег. Ну, это просто какая-то дичь невообразимая творится, и поэтому нужно сказать, что все понимают. Вось вы, ну, ці былі на іншых мітингах ці зустречах з кандидатами альтернативными? Да, на одном, тоже в этом месяце, на площади Бангалор. Это, ну, аккурат тыдзень тому было. Да. Что... Не, уже больше за тыдзень тому. Ну, а увогуле раней ці палітыкай цікавіліся, удзельнічалі ў палітычным жыцці? Нет, абсолютно нет, потому что у нас в стране такая политическая жизнь не особо интересная, потому что вся политическая жизнь крутится вокруг одного человека, какие-то непонятные депутаты, которые якобы кого-то представляют, поэтому интересоваться, по сути, не было смысла этим всем, но так как все поменялось, благодаря коронавирусу, благодаря действиям властей, которые обнажили свое истинное лицо, можно сказать, своими вот этими беззаконием, попиранием Конституции, ну и всем остальным. Это все стало очень интересно, и люди благодаря этому проснулись, как многие говорят.
Дякую вам велике. Да, пожалуйста, спасибо вам. Чуєте, да, що сапраўды, як вось і на іншых мітынгах мы размаўлялі з людзьмі, што для многіх 2020 год увогуле першы час у іхнім жыцці, калі яны пачалі цікавіцца палітыкай у краіне і удзельнічаць у палітычных падзеях, у тым ліку вось выходзячы на вуліцы. Так. Ой, добрый дзень. А можна з вами паговорыць? Вось у дзяўчат на майк. Добрый дзень. Добрый дзень. А вы ўжо з мітынгу ідзеце? Так. Так хутка? А нам па справах тут одно месца трэба. Раскажыце, потому што у нас няма зараз магчымасці, што там адбываецца? Там выступаюць музычныя гурты, там Андрэй Курэйчык і яшчэ нехта выступае. А увогуле наколькі шмат людзей? Вельмі шмат, можа 1020, я не ведаю. Вельмі шмат. Але ці ўсе змяшаюцца вось у гэтых унутры турнікетаў? Да, там змяшаюцца на пляцоўцы каля сцэны і на зялёнай зоне ўжо займаюць. Хутка, напэўна, будзе увесь парк заняты. У сэнсе вось гэта, бо там жа турнікетамі як абкладзена, наколькі вялікая гэтая пляцоўка, і ці людзі за ёй стаяць? Турнікетамі абкладзена бетонная пляцоўка, часткова зялёная зона, і ўсё. Унутры турнікетаў яшчэ месца ёсць. Ёсць, то бок людзі звонку не стаяць яшчэ? Стаяць, і на адваротным баку там стаяць ля Макдональдса. І ці металашукальнікі, ці там ёсць, ці правяраюць усіх, ці там чарга ёсць? І дзяцей праверылі, вось, і коляску. Усіх правяраюць. Абшукалі дзяцей? Да. І ці хутка праходзіць вось гэтая чарга? Даволі хутка, да, вельмі не было праблемаў з гэтым. А міліцыі як шмат там? Міліцыя, хапае, як на масавых мерапрыемствах. Але ці спакойная атмасфера праходзіць там усё? Спакойна, ніхто там нікога не абражае, там не затрымлівае. Прынамсі, я такога не бачу. А вы не былі раптам на мінулым вось гэтым мітынгу тут на Бангалор? Я апошні раз быў недзе, можа, у годзе у 14-м. І з тых часоў ніколі не быў. Чаму вырашылі першы раз за 6 гадоў пайсці? Жонка вымусіла. Жонка вымусіла? Да, я так уже нікуды не хожу асабліва. Жонка сказала, я пайшоў. Матрыархат у нас. Можна у вас пытаць, як вы мужа вымусілі? Яна з дзіцёнкам. А мы можам падысці. Раскажыце, як вы мужа вымусілі і чаму ён не хоча? Нам просто па справам тут вось недалёка трэба дзіця везці ў медычны цэнтр, і таму я вырашыла, можна заехаць по пути. Усё. Мы ненадолго, мы туды і назад. А як без тужачкі і ўсё. Як увогуле, вы што думаеце наконт палітычнай кампаніі сёлета? Я пойду за Тихановскую голосовать. Вось муж таксама будзе. Маё ўсё роднае за Тихановскую пойдуць голосовать таксама. А іншыя кандыдаты? Не. Чым Тихановская адрозніваецца, на ваше меркаванне ад іншых? Тое, што яна чэсны выбар абяцае. Надзею дае людзям. Пойдзем. Все. А чаму вас не пусцілі туды сёння? У нас слабы сігнал. Нас бы пусцілі, там просто вельмі перагружаная сетка. Вось, там мы вымушаны адысці, каб мець магчымасць увогуле праводзіць трансляцыю. Добра, дзякую вам, не будзем вас затрымліваць больш. Так, вось мы сапраўды бачым, што тут ужо два бакі ідуць людзі. Гэта некаторыя, хто ўжо сыходзіць з гэтага мітынгу. Вось нас фотаграфуюць, пытаем. Скажыце, а вы туды ці адтуль? Туда хочу пройти. Хочаце прайсці туды. Можаце распавесці, чаму вы хочаце туды трапіць? Я за перемены. Мне все это надоело. Я как весь белорусский народ. Я радуюсь. Я иду и радуюсь, потому что столько людей, столько молодежи. Это же будут перемены. Что бы они ни сделали, перемены будут. Вы в это верите? Конечно. Я просыпаюсь и знаю, завтра будет лучше. Доживем до 9-го, и все изменится. А яким чынам, на вашу думку, павінна все змяніцца і настаць перамены? Они испугаются, столько народа. Они должны испугаться. Они так уже боятся. Вы видите, что они творят. Поэтому испугаются
И отступят. Перед таким народом отступят. Ці ви пам'ятаєте, ці удзельнічали ви у виборах 15-10 года? На первых выборах я голосовала за Лукашенко. Мне хотелось тоже перемен. Я, собственно, не за него, а за команду. У него была хорошая команда. Он набрал тогда такой хороший состав, и нам казалось, что эта команда сможет. Но потом, видите, разогнали всех кого куда. Потом уже все было понятно. И теперь понятно. Все будет хорошо. Чим адрозніваються вибори сьогодні від 15-10 года, від 6-го? Ну, люди ж тоді так само казали, що вірили у переміни. Страна, другие люди проснулись. Посмотрите, какие радостные люди. Нет страха, нет злобы. Просто все радостные, потому что мы знаем, что все изменится. Дякую вам велике. И вам. Добрый день. Можно спытать вас, ці ви не на пикет идете? Конечно, на пикет. Чому, конечно? А куда что-то еще можно идти? Ну, сапраўды, вось тут вельмі вялікі такі натоўп ідзе. Скажыце, чаму вось вырашылі наведаць, бо ну, было шмат ужо і онлайн можна было пабачыць Ціхановскую, і бо яна выступала на тэлебачанні. Што сёння хочаце пабачыць і пачуць? Хочется просто поддержать вживую, прийти, не смотреть онлайн, а показать, что нас много, поэтому собраться все вместе и показать, что мы есть. Да, это чувствуется как такой апофеоз всего, что было до этого. И я иду первый раз. И захотелось именно сегодня, когда поддержать именно в этот раз. У сэнсе, што вы не хадзілі яшчэ ні на один мітынг? Нет. У жыцці ці ў гэтым годзе? Да, вообще в жизни. Распавядзіце, чаму раней вы не цікавіліся і не хадзілі, і чаму зараз вы пайшлі? Вообще, ну, была Пасха, и, в общем-то, в этот раз я иду только потому, что он разрешен, и я увидел, что в прошлый раз никого не схватил ОМОН, и поэтому я иду в этот раз. Так бы я вряд ли пошел. Потому что не настолько мне плохо живется в этой стране, чтобы получать дубинкой. Ну, а калі вам не настолькі дрэнна жывецца, вось ёсць жа кандыдаты, якія прапануюць стабільнасць, захаваць тое, што маем. Чаму вас прыцягваюць альтэрнатыўныя кандыдаты, якія з іншымі праграмамі? Я могу сказать, что мне живется неплохо. Я понимаю, что мне могло житься еще лучше. Я понимаю, что есть люди, которым живется плохо. И то, что происходит в стране, я не думаю, что станет сильно лучше, но мне не нравится риторика, которая происходит сейчас, когда настолько в наглую действует власть и не допускает вообще какой-либо демократии. И как будто народ настолько глупый, что не может вообще предложить ничего дельного, и поэтому решать должен только один человек, что, конечно, не устраивает. Дякую вам вялікі. Всего доброго. Зараз ми переключимося коротко на іншую, побачити інше, що відбувається тепер там на місці. Ну, ми зараз дякуємо Антону Трофімовичу. Ми бачимо з стрима штаби Світлани Тихановської, що вона от сядає в машину і збирається вже їхати на мітинг, де вона буде виступати. Ми бачили раніше неякі деталі, як зібралися активісти цього штабу, ведуть розмови, неякі друкують матеріали. І ось Світлана зібралася і їде. Бачимо, яка вона зосереджена, махає, розвітується з тими, хто ще залишається в штабі працювати. Їде у машині Ольга Ковалькова, де сядається, Анна Красуліна з Об'єднаної громадянської партії. Хто тут є ще? Які активісти? Не бачу я Вероніку Цапкалу і не бачу Марію Колєснікова, але я ведаю, що там уже на пляцовці є інший представник штабу Віктора Бабарики, Максим Знак, ягоний адвокат. Ён так само каля сцени знаходиться і навіть узяв з собою гітару. Максим він не тільки виступить, але й проспіває. Такі сподів є. Ось. Хвилин про 10-15 чакаецца такая палітычная частка. На гэты момант працягваецца яшчэ музычная частка гэтага мітынгу на плошчы Бангалор. Паводле розных звестак, бачыце, які настрой у Святланы, насмеецца. Паводле розных звестак, якія зараз паступаюць аператыўна нам у студыю, нам на сайт Радыё Свабода, каля 7, працяжнік 10 тысячаў людзей сабраліся на пляцоўцы ў парку Дружбы народаў на плошчы Бангалор. Ну, гэта прыблізна такія самыя
такая самая колькасць, якая 1,5 тыдні таму ўжо была на гэтай пляцоўцы, але тады, дзе быў тады першы вялікі мітынг перадвыбарчай Святланы Ціхановскай у Менску на гэтай жа пляцоўцы, і ён быў сапраўды таксама, і тады былі, на жаль, праблемы з сувяззю, з інтэрнет, 3G сувяззю, і мы не маглі вам тады паказаць цалкам гэты мітынг. Вось цяпер жа мы крыху падрыхтаваліся да працы ў іначым рэжыме, і мы будзем частка ў жывую эфіры выходзіць, як Антон Трофімович размаўляе з тымі, хто прыходзіць і хто вяртаецца з мітынга Святланы Ціхановскай, з вялікага мітынга канцэрта. А таксама частка будзе такі рэпартаж весці Александра Дынько, іншая наша карэспандэнтка, у запісе. Як толькі яна пабачыць нешта, пагаворыць, і таксама гэтыя выступы, і, скажам, з хуткасцю транспарту, які ідзе ад нас да студыі, адтуль да студыі, мы будзем вам паказваць, што адбываецца. Зараз мы бачым нават знутры, з машыны, это вельмі цікавы стрым каналу «Краіна для жыцця» са штабу Ціхановскай, яны працягваюць нам паказваць нейкія дэталі, цікавыя, такія займальныя дэталі, як ідзе ўнутраная іх праца. Правда, мы не чуем гук, пра што яны гавораць. Таму прыходзіцца мне ў рэжыме радыёрэпартажа больш гаварыць. Святлана Ціхановская ўжо аб'ехала больш за 10 гарадоў. 10 гарадоў Беларусі яна аб'ехала, пераважна на ўсходзе краіны. Это Гомель, Магілёў, Бабруйск і іншыя. І там праходзілі шматлікія мітынгі, сапраўды, ну, там, 3, 4, 5, 6 тысячаў, скажем, гэта даволі шмат для Бабруйска, напрыклад, дзе быў поўны стадыён, было і шмат людзей таксама ў Гомелі. І мы маглі на радыё Свабода мы паказалі, як гэта все адбываліся падзеі. І Святлана, наступны мітынг у Асіповічах, які планаваўся учора, быў скасаваны па тэхнічных прычынах, а гэты мітынг, які от сёння ў гэтыя хвіліны адбываецца, ён такі доўгі, працяглы, да 10 гадзіны чакаецца, быў таксама пад пагрозай зрыву, прынамсі пасля таго, як беларускія спецслужбы, спецатрады нейтралізавалі, арыштавалі 33 баевікі вайсковай кампаніі Вагнера. І вось Святлану Ціхановскую сёння выклікалі разам з іншымі кандыдатамі ў Цэнтральную выбарчую камісію і раўкоў. Сакратар Рады бяспекі сказаў, што давайте скарэктуйце вашыя планы, таму што ёсць небяспека па Беларусі 170 нават баевікоў яшчэ знаходзяцца на волі, і магчымыя правакацыі, там снайперы, выбуховыя розныя рэчы. Карацей, гэта не смешна сапраўды, бо тыя людзі, якія былі затрыманыя, гэта людзі, якія сапраўды панюхалі попелу і адчулі смак крыві, яны удзельнічалі ў баявых дзеяннях на Донбасе, в іншых гарачых кропках. І беларускія ўлады абвінавацілі іх, што яны рыхтуюць тэракты. Пра гэта заявіў сёння спадар раўкоў, што яны хочуць дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне у часе выбарчай кампаніі. Ну, але от як мы чулі з рэпартажаў, з размоваў, які Антон Трофімович і Александр Дынько вялі з людзьмі, з удзельнікамі тымі, якія прыйшлі на сённяшні мітынг, людзі не спалохаліся, не адчуваюць іх страх. Яны ідуць, яны не зважаюць на гэта. Ну і такая мірная атмасфера пануе, хаця, канешне, былі прадпрынятыя захады бяспекі, там з'явіліся аўтазакі, з'явілася агароджа, відэафіксацыя, праверка на металадэтэктара, у тым ліку маленькіх дзяцей правяралі, як мы расказалі Антону Трофімовичу, адзін з тых, хто прыйшоў на гэты мітынг. На мой погляд, Святлана нешта нават спявае у гэты момант, едучы на мітынг, што мы можам бачыць, рыхтуючыся да свайго выступу, а можа робіць такую рэпетыцыю, якім чынам ёй выступіць перад людзьмі. Святлана яшчэ мае, апрача Менску, вялікія планы. Яна хоча праехаць і па захадзе Беларусі, у Берасе, у Горадні, у Маладэчне, у іншых гарадах. Яна хоча напоўніцу выкарыстаць гэтыя магчымасці. Яна і таксама прадстаўнікі яе штабу, 3-1, скажам так, штабу Вераніка Цапкала і Марыя Калеснікава. У гэтай машыне мы не пабачылі Вераніку Цапкалу, Марыю Калеснікава, але анансавана, што яны таксама прыйдуць і будуць выступаць на гэтай імпрэзе у палітычнай частцы. Пакуль што працягваюць выступы рок-гурты, там выступаюць, і, як мы чулі ад людзей, што там
даволі шмат сабралася. Ольга Ковалькова помахала руками, яна таксама у плане выступу сённяшняга мітынгу. Мы пакажам вам гэтыя выступы, але ў рэжыме не жывога эфіру, а можа крыху з невялікім спазненнем. Зараз мы бачым у жывым эфіры, што людзі ўсё яшчэ працягваюць ісці на пляцоўку парку Дружбы на плошчы Бангалор. Была праблема, там спыніліся тралейбусы. Была нейкая аварыя, і цэлы шэраг тралейбусаў адзін за адным стаў, і людзі, якія хацелі трапіць на тралейбусы на пляцоўку Бангалор, вымушаныя з Нямігі, гэта некалькі кіламетраў, ісці пехатою, каб трапіць на гэты мітынг, пачуць канцэрт і пачуць сваю кандыдатку. Ну, прынамсі, тыя людзі, якія ідуць, яны гавораць, што будуць галасаваць за Святлану Ціхановскую, што яны спадзяюцца на перамены пасля 9 жніўня і не звяртаюць увагу на гэтыя, скажем, засцярогі з боку ўладаў, што магчымыя нейкія правакацыі, нейкая дэстабілізацыя. Не хацелася б, каб былі дэстабілізацыя, не хацелася, каб былі правакацыі, каб гэтыя людзі, якіх затрымалі, учора нешта маглі зрабіць. Дарэчы, выступіў уже амбасадар Расіі з гэтай нагоды, ён заявіў, што гэтыя людзі не збіраліся нешта тут рабіць, яны ехалі ў нейкую трэцюю краіну, і транзітам тут спыніліся і чакалі, калі іх рэйс зноў накіруецца. У якую яны краіну ехалі, з якой місіяй, канешне, ён не сказаў. Але, відаць, нічым добрым яны там не займаліся, не збіраліся займацца. Будзем спадзявацца, што яны нічым не збіраліся займацца ў Беларусі. Не дай бог нам такіх гасцей. Канешне, пажадана, каб яны ў Беларусі ўвогуле дарогу забылі пасля таго, як іх затрымалі і арыштавалі. Але паколькі ім ужо, значыцца, падазрэнні яшчэ не вылучаныя, абвінавачанні, але падазрэнні супраць іх ёсць у падрыхтоўцы нейкіх беспарадкаў, тэрактаў, мы спадзяемся, што яны даўжэй затрымаюцца ў беларускіх розных турмах і нікуды не паедуць, і не будуць воеваць. Зноў Антон Трофімович выйшаў у эфір, і мы хочам працягнуць жывую частку нашай трансляцыі. Антон, вам слова, людзі ідуць, што яны гавораць? Вітаю яшчэ раз, шановне господарство. Радыё Свабода ўключэнне з вуліцы Сурганова. Тут дзесьці за 1 кіламетр ад самога пікету, які праходзіць у парку Дружбы народаў, мы знаходзімся, чаму тут, бо сігнал вельмі слабы, а тут мы можам яго злавіць і працягваць трансляцыю, і па гэтай вуліцы працягваюць ісці і ехаць, відаць, ехаць таксама, і ісці даволі шмат людзей на сённяшні мітынг. Ён ужо больш гадзіну таму пачаўся. Па папярэдніх падліках нашых калегаў там каля 7 тысяч чалавек было, гэта меней, чым заяўлялі арганізатары ад жаданай лічбы, але людзі працягваюць сцягвацца. Так. Добрый дзень. Радыё Свабода, можна... Так, показалі клас, але адмовіліся, не захацелі з намі гаварыць. Добрый дзень. Гэта Радыё Свабода, жывая трансляцыя. Скажыце, ці вы не на мітынг збіраецеся? Распавядзіце, што сёння вас туды цягне, бо Тихановские были же выступы уже. Да, мы были. А вы были на ее? И на первом ее митинге, который был, 2 недели, наверное, назад. Так, вас тут так само на Бангалор? Здесь же, да. Но тогда, достаточно мало людей, наверное, узнало, потому что после опубликования, наверное, через день был митинг. Мне кажется, что просто люди не знали о проведении митинга. И сейчас мы тоже хотим прийти, высказать поддержку, солидарность с белорусским народом, поддержать Тихановскую, ее объединенные штабы, их команды, чтобы показать, сколько нас много, чтобы люди не боялись сказать свою позицию, присоединялись к нам. Вот уже только за апошние пару месяцев, 2 месяца, некалькі сотен людей были затрыманы в разных городах. Ці вы не боитесь выказывать свою позицию? Мы опасаемся, безусловно. Это нормальное чувство за свою безопасность переживать, испытывать какой-то страх. Но если все будут сидеть, грубо говоря, под веником и бояться высказать свое слово, свои какие-то мысли. Никто ничего не делает незаконного. Люди просто собираются. Сейчас мы идем на акцию, которая
разрешенное абсолютно. Ну, по идее, мы не должны бояться, это наше законное право. Если власть пытается запугать тем, что без суда, без следствия людей кидают в автозаки, какие-то абсурдные абсолютно обвинения и статьи, с этим как-то надо бороться хотя бы тем, что выходить и поддерживать друг друга. А як ви ставитесь до слова того, что у Беларуси спробуют дестабилизовать обстановку? Я считаю, что это абсурд. Если кто-то хочет дестабилизовать обстановку, то это скорее больше провокация какая-то провластная. Ви були на минулым мітингу 2 тижні тому, амаль уже, так? Сьогодні чекання які є від гэтага мерапрыемства? Вы знаете, я не жду каких-то новых заявлений, речей, потому что, в принципе, мы активно следим и в соцсетях, в том числе Радио Свобода, да? Активно ваш канал поддерживаем, смотрим. В принципе, эта вся информация уже достаточно растиражирована, но мы сюда больше пришли за атмосферой, именно высказать поддержку, солидарность какую-то, таким образом заявить свою позицию. Добре, дякую вам велике. Спасибо. Больш за гадзіну таму пачаўся гэты мітынг, але людзі працягваюць сцягвацца па абодвух баках вуліцы Сурганова, прынамсі, дзе мы зараз стаім. Добрый день. Можно с вами поговорить? Мы спешим. Спешаются люди. Добрый день. Это Радио Свобода? Живая трансляция у нас. Ці вы не на мітинг ідзіце? На мітинг. Распавядзіце, ці ўвогуле былі на іншых мітынгах іншых кандыдатаў, ці гэтага кандыдата? На апошнім быў Светлана Ціхановская. Тут таксама на Бангалор? Так. Чаму вы вырашылі вось ізноў прыйсці? Таму што гэта падзея. Гэта значная падзея, вельмі много людзей сёння сыдзіцца. Цікава. І трэба паслухаць кандыдатаў у прэзідэнты. Дзякуй вам. Дзякуй вам. Вось зараз у гэты час праходзілі, вы бачылі, вось можам яшчэ паказаць адсюль бачныя людзі з плакатамі, з бело-чырвона-белымі сцягамі і сардэчкамі. Усе гэтыя, большасць усіх людзей тут даволі людна усе ідуць. Добрый дзень. Вы хочаце паговорыць? Нешта хочаце сказаць? Вы будете с кем-то встречаться из представителей штабов? Мы журналисты, мы осветляем подеи просто. Не. Могу поговорить? Ці вы на мітинг собралися? Я жду друзей. А вы на мітинг і туди йдете, да? Розповідіть, що ви там хочете почути, чому ви вирішили сьогодні пойти? Я хочу в первую очередь сходить туда скорее для массовости, потому что пообщавшись со своими друзьями многими, в том числе молодыми людьми, почему-то был неприятно удивлен, что многие из них по-прежнему не верят, что что-то можно поменять. Я с этой позицией не согласен, и по этой причине и хочу все-таки пойти, не столько чтобы послушать кандидатов, а просто для того, чтобы таким образом показать свою позицию. А вы кажете, что у вашем асяроддзі шмат хто не верит во что? Не верят в то, что у нас может быть какой-то другой президент. Многие считают, что ничего не изменится, и поэтому даже не хотят попробовать поучаствовать. А чым вас персонально не задавальняе дзеючы прэзідэнт? Запытанні паказваюць, што у яго там больш за 60-70% зараз нават падтрымкі. Вы знаете такую настольную игру «Монополия»? Вот в моей юности ее чертили от руки на бумаге и играли. Смысл игры заключался в каких-то покупках предприятий и так далее. Наверное, понимаете, как и многие, о чем идет речь. У меня такое ощущение, что это уже не управление страной, а какая-то просто игра человека, который уже далек от реальности. И мне не интересно ни мнение народа, ни мнение окружающего мира. Вот, в общем-то, в первую очередь поэтому и не устраивает. Я не считаю, что нормально управлять страной 26 лет. У любого человека, какой бы он ни был умный, так или иначе, какие-то свои определенные устои и идеи. Надо, наверное, все-таки, чтобы какие-то были свежие идеи. Всегда найдется кто-то умнее, кто-то талантливее, кто-то моложе, кто-то образованнее. Невозможно, просто невозможно больше, чем четверть века быть в прогрессе. Это уже потянет все обратно.
Але вось, ну, мы былі на мітынгах БРСМ, сустрэчах Беларусі, вось людзі кажуць, што яны добра ведаюць гэтага кандыдата, іх усё задавальняе, і самае галоўнае, што яны прывыклі. Привычка вообще не всегда хорошая вещь. Привычка – это не двигатель прогресса. Это дорога назад, либо топтание на месте. В нашем случае, по-моему, уже дорога назад. Что касается организации, о которых вы говорите, ну, это какие-то, по-моему, игрушечные организации. Видимо, там, наверное, кому-то государство платит, кому-то помогает учиться, кому-то помогает трудоустраиваться. Я не готов говорить, я был октябренком, пионером, но уже даже от комсомола я отказался. Такое мнение. Дякую вам вялікі за ваше меркаванне. Ну, а за что? Нагадаю, гэта ўключэнне з вуліцы Сурганова, адсюль больш за кіламетр да месца самой падзеі, пікету Святланы Ціхановскай і аб'яднанага штабу, але даносяцца, магчыма, не чуваць мікрафон, але адсюль мне чуваць гукі музыкі і прамоваў са сцэны, вельмі гучна, там вось апошняя інфармацыя, якую я бачу, але гэта ўжо паўгадзіны таму, было пра 7 000 чалавек, ацэначна столькі людзей туды сёння прыйшло. Вось, але па абодвух баках гэтай вуліцы Сурганова, прынамсі, дзе мы стаім, працягваюць проста пешкі сцягвацца людзі на гэтае мерапрыемства. Яно было анансавана як вялікі мітынг, і арганізатары заклікалі 75 000 чалавек, каб сабралася сёння тут у Мінску у парку дружбы народаў. Вось яшчэ, відаць, людзі, якія спазняюцца, можам паспрабаваць з імі пагаварыць. Добрый дзень. Гэта Радыё Свабода, у нас жывая трансляцыя. Ці вы не на пікет гэтай ідзеце, на мітынг? Пэўна, туды. Распавядзіце, чаму ўжо гадзіна прайшла, чаму позна і што вы там... На жаль, мы не з Менску, мы з райцэнтру. Скажыце. Мы ведаем, што Святлана не прыедзе, наш райцэнтр. Яна вельмі занятая. Ну, мы вырашылі падтрымаць её тут. А адкуль вы? З райцэнтру. А з якога горада? З Лагойску. З Лагойску? І вы адмыслова сёння сюды прыехалі? Так. Чаму? Чаму? Не ведаю чаму. Можа быць таму, што дэмакратыя не ідэальны строй, але гэта лепшае, што чалавецтва прыдумала. І, пэўна, для мяне гэта не пусты гук. А ўвогуле, ці вы былі... Дзякуй, мы да вас падыдзем. Можна пасля... Ці вы былі на іншых мітынгах ці сустрэчах з кандыдатамі? Не, не былі. Гэта першая? Да, так. Чаму, ну, тады чаму не былі на іншых, ці і чаму сёння вось вырашылі даехаць? На іншых вы маеце на ўвазе гэтую выбарчую кампанію? Так. Ну чаму? Працавалі. Шмат працы, шмат домашніх забот, турбот і так далей. Дзеці, опять же. Ну, а якія праблемы ў Лагойску, якія не можа вырашыць, ну, дзеючая ўлада, і ну, што вы... Вы ведаеце, вот якраз дакладна зараз усе праблемы хутка пачалі вырашацца. Не вырашаліся на працягу шмат гадоў, а вот перад самымі выбарамі неўзабаве... Припиняем Антона Трофимовича. Мы зараз на сувязі бачим Вуля Ковалкова і Святлана Тихановская. Може бути, Святлана, ми зможемо задати вам питання. Святлана, добрий день. Святлана, добрий день. Ви в живому ефірі Радіо Свобода, у відеоефірі. Ми вас бачимо і чуємо. Святлана, добрий день. Здравствуйте. Святлана, скажите, калі ласка, напевно, мы не зможем показать про проблемы с сувязью ваш выступ. А что вы сегодня нового хочете сказать для тех, кто пришел, тысяч людей? И какие ваши чаканні от этого митингу? Ну, я уже видела, сколько людей пришло на площадь. Я, как обычно, у меня ничего нового, я очень волнуюсь. Но я думаю, что как только я вступлю на сцену и вижу все эти прекрасные глаза, я перешагну через свое волнение и поговорю с людьми, как будто бы я разговариваю со своим супругом Сергеем Тихановским, потому что сегодня не очень хорошие новости, к сожалению, получила от него, не от него, а о нем. Поэтому сложно мне сегодня выступать, но я справлюсь. Вот, и поговорим. Ну і ваше меркаванне пра ті праблемы бяспекі, пра тыя пагрозы, як вы лічыце, это паўплывае на вашу кампанію?
Как это повлияет на нашу компанию? Ну, у нас теперь, спасибо сотрудникам МВД, будут охранять наших гостей на наших пикетах. Вот, у нас усилилась организация этих пикетов. То есть я думаю, что все будет наоборот лучше. Мы будем чувствовать себя защищеннее на наших пикетах теперь. І ви звернулися до Олександра Лукашенка. Ви сподіваєтеся, що він погодиться на дебати з вами в живому ефірі? Ну, это же его право решать, соглашаться или нет. Я пригласила почти как на белый танец. Дякую великий. У живому ефірі Радіо Свобода зараз була Світлана Тихановська. Вона вже приїхала по вулиці, вийшла з машини і збирається на пляцовку на площі Бангалор перед шматтисячним натовпом, який прийшов її підтримати, виступити. Ми почули з його включення, що вона хвилюється, що, звісно, що нового вона, хоче сказати, вона не поділилася. Видать, ми зможемо це вам повідомити пізніше, розповісти і в відео показати її виступу. Ось, ну, вона каже, що прийшли кепські новини. Так, ми ведаємо про ці кепські новини. Сергія Тихановського нову справу обвинуватили. Сьогодні слідчий комітет виступив з заявою. Ось, ці справи в організації масових безпорадків. І по цій же справі, ще, до речі, нібито розглядають і затриманих учора російських бойовиків. Антон Трофімович протягує, знаходиться на вулиці Сурганова, неподалік від пляцовки, куди пішла Світлана Тихановська, і Антон спробує поговорити з людьми, які йдуть або вертаються з мітингу. Антон, вам слово знову. Вітаю знову з вулиці Сурганова у Менську. Мы находимся где-то за 1 километр от того места, где проходит пикет Светланы Тихановской теперь. Добрый день. Можно вас на пару слов? Ось уже больше за годину пройшло, все равно люди стягиваются сюди. Розповідіть, чому ви так само вирішили долучитися до сьогоднішнього мітингу? Я скажу одно, потому что мне не безразлично мое будущее и будущее потенциальных моих детей, которые могут быть здесь, в этой стране. Вот. Пока что я не вижу никакого светлого просвета с выстроенной вертикалью власти. Вот. И я желаю перемен, как и подавляющее большинство белорусов у нас в стране и те, которые находятся за границей. Є же ще альтернативні кандидати, які так само пропонують перемены. Мы же все прекрасно понимаем, что они, скорее всего, в своем подавляющем большинстве даже не набрали тех количества подписей, которые по регламенту, по действующему избирательному законодательству необходимо, собственно говоря, и набрать. Вот. И плюс к тому Центральная избирательная комиссия им почему-то присвоила чужие голоса, отобрав у Бабарика и Валерия Цепкала заслуженные голоса, которые граждане, становясь в многокилометровой очереди, отдавали за них. А ви удзельнічали у інших мітингах? Ці у цих чергах так само стояли, как подать подпись свой за вылучение? Да, я отдал свою подпись за Светлану Тихановскую. Вот, это первое. И участвовал в первом митинге, который состоялся примерно около 2 недель назад, если не ошибаюсь. Да. Тогда собралось примерно 7,5 тысяч человек, и это было реально событие для меня, откровение. Я был в полном воодушевлении, вот, и желаю это испытать всем гражданам Республики Беларусь, желательно всем, чтобы никто не оставался равнодушным. Потому что все мы, будучи сплотившись, придем к общей цели, правильной общей цели. А увогуле у політичному житті тирании вы удзельнічали коли-небудь? Нет, на самом деле больше года, больше 1,5 лет назад я оставался абсолютно аполитичным человеком. То есть меня не интересовало абсолютно ничего. Вот. Но в один прекрасный день я начал задаваться вопросами, а куда уходит мое налоговое обложение? Собственно говоря, я не находил никакие ответы на эти вопросы. Хотелось узнать ценообразование на некоторые продукты потребительские, например, как там, на бензин, еще, на все сопутствующее, что выстраивается в экономическом градиенте, так скажем. Вот. И, соответственно, пытаясь найти ответы на эти вопросы, я лишь разочаровывался в экономической повестке, в социальной повестке нашего государства. А як же стабільність заховати то, що маємо?
Я считаю, это очень опрометчиво. Это вводит простых граждан в заблуждение. Все-таки в первую очередь. Люди должны в первую очередь заботиться о своем благосостоянии своих детей. А когда они не видят перспектив и амбиций именно в той стране, в которой проживают, они выражают свое недовольство. В первую очередь. Дякую вам за міркування. Спасибо большое вам. Дякую. Працягваецца ўжо каля 2 гадзінаў, напэўна, так. 1,5 гадзіны, як цягнецца мітынг Святланы Тихановскай у парку Дружбы народаў. Тут, прынамсі, на пад'ездзе на вуліцу Сурганова даволі ўсё спакойна. Мы размаўлялі з чалавекам, які быў там, і казаў, што таксама вось міліцыя проста сачыла за парадкам, і там было ўсё мірна. Добрый дзень. Можна вам задаць пытанне? Ці вы на пікет, на гэты мітынг збіраецеся? Да, ідзём туды. Алло? Распавядзіце, чаму вы вырашылі пайсці на сённяшні мітынг? То, что поддерживаем наших кандидатов. Светлану Тихановскую поддерживаем, вот и идем. И на прошлых были, и на всех были, и сейчас идем. И будем ходить. Ці вы про гэтага кандидата ўвогуле ведалі да пачатку гэтай выбарчай кампаніі? Про яе и про яе мужа? Да, конечно, да. У меня, на самом деле, это из-за моего бабушки и дедушки. Они мне показали канал «Страна для жизни», что интересно. У меня они другие немножко. Вот. Ну и все. И заинтересовалась. Але ці не палохае то, што чалавек увогуле не имеў ніякага палітычнага досведу раней? Именно Светлана? Нет, потому что, она же идет, понятно, с какой целью. Она идет не чтобы быть президентом и сидеть у власти весь срок. Она идет, чтобы прервать цепочку нашего Лукашенко, и потом она уйдет, сделает перевыборы, поэтому нужно конкретно сейчас, чтобы она пришла и прервала Александра Григорьевича на посту. Верите, что это может отбыться? Что может отбыться змена улады у Беларуси после 26 год? Выборами нет. Выборами точно нет. Тут нужно какие-то другие движения. Все, наверное, что я могу сказать. Точно не выборами, точно не честностью. Они не играют честно, и почему мы должны играть честно тогда? Дякую вам за меркаванне ваше. Спасибо большое. Всего доброго. А теперь мы переведемся на іншую кропку. Дякуємо Антону. Антон Трофимович веде рэпартаж з вуліц каля плошчы Бангалор поля гэтага вялікага мітынгу Светланы Тихановскай. Недавно там выступили сваякі палітвязняў Дмитрия Фурмановича, Павла Северынца. Вось яны гаварылі аб сваіх праблемах. І гэта мы пазней, магчыма, зможам паказаць у жывым у эфіры, просто в пераказе, якія іхныя выступы. А зараз мы маем магчымасць, я ўжо гаварыў раней, што рэжысэр Андрей Курэйчык выступіў на мітынгу, і што гаварылі люди, з якімі размаўляла наша корэспандэнтка крыху раней, не ў жывым эфіры, але ў запісе, мы можам вам паказаць гэтую стужку. Калі ласка. Выступае Андрей Курэйчык, гэта рэжысёр. Таксама падтрымлівае штаб Светланы Тихановскай. К своим детям, к своим родным, к своим семьям. Из-за любви к своей культуре, к своему языку и к своей истории. Любовь заставляет нас протестовать, требовать честных выборов, выражать несогласие, вставать с диванов и совершать поступки. Светлана Тихановская вступила в эту кампанию тоже из-за любви к Сергею Тихановскому. Это потрясающая и вдохновляющая история, о которой еще напишут книги и песни, снимут фильмы. Сергея Тихановского сегодня здесь нет. Он брошен в тюрьму. Но он с нами, а мы с ним. Когда я думаю про Сергея, я вспоминаю сказку «Дракон» Евгения Шварца и фильм «Убить дракона». Там рыцарь Ланселот приехал в город, захваченный драконом. Город, жители которого парализованы страхом и неверием. И бросил вызов этому дракону. Сергей Тихановский – это наш Ланселот. Когда его бросили в тюрьму,
я понял, что у нас появился еще один рыцарь, еще один Ланселот, и это Светлана Тихановская. Она бросила вызов нашему дракону. Но главная мысль этой сказки заключается в том, что чтобы победить дракона, надо убить дракона в себе. Каждый из нас должен убить дракона в себе, убить в себе страх. Потому что на этих выборах каждый из нас Ланселот. И каждый из нас Сергей Тихановский. Второй фильм, который я вспоминаю, когда я думаю про Сергея Тихановского, это фильм «Брат». Там был такой вопрос: в чем сила, брат? И герой Сергея Бодрова отвечал: сила в правде. В правде. Сергей Тихановский говорил правду. И наша сила в правде. Но любовь — это не только чувство, это еще и ответственность. Ответственность за судьбу тех, кого ты любишь. Бросив вызов Лукашенко, Светлана Тихановская взяла на себя ответственность за судьбу Сергея Тихановского. Она взяла на себя ответственность за судьбу Виктора Бабарика, Эдуарда Бабарика, Николая Статкевича, Павла Северинца и многих других политзаключенных. Она взяла на себя ответственность за судьбу Белоруссии и белорусов, потому что она любит Беларусь. И мы тоже должны взять ответственность за судьбу тех, кого любим. Мы должны взять ответственность за судьбу этих выборов. Когда много лет назад я писал сценарий для фильма «Елки», я придумал теорию 6 рукопожатий. По этой теории любую проблему можно решить через максимум 6 рукопожатий. Когда я это описал, я думал не про россиян. Я думал про белорусов. Если каждый из нас, сторонников перемен, убедит 6 человек проголосовать за Светлану Тихановскую, убедит 6 человек одеть белую ленту, убедит 6 человек зарегистрироваться в системе «Голос» и стать наблюдателем, то 9-го нас будет абсолютное большинство. Я хочу прочитать стихотворение великого журналиста, поэта и моего друга, которого, к сожалению, нет уже с нами, Олеся Липая. Человека, который любил Беларусь и боролся за ее свободу. Стихотворение, в котором выражается все то, что хотел донести нам Сергей Тихановский в своих блогах. Белорусскому народу. Ты битый был не раз, а ледь живы уздымаўся на поўны рост и шоу далей, далей, далей. Не веру, что теперь ты воли отцураўся, не веру, что твой гонор акалеў. Знайди ў сябе ізноў жа дастаткова сілы, каб не чакаць, пакуль чекіст даб'е, каб выкарасца з чарговыя магілы, якую ў курапатах выралі табе. Паўстань з каленаў, стань свабодны і заможны, на поўны рост ідзі, да новых далечынь, і я паверу, гледзячы на крок твой кожны, няма шляхоў, які б не адолеў ты. И последнее. Мне было 14 лет, когда Александр Лукашенко пришел к власти. Теперь мне 40. У меня 3 детей. А он все еще у власти. Завтра моему сыну Глебу исполняется 13 лет. Я хочу, чтобы свое 14-летие мой сын встретил в новой демократической Беларуси с новым президентом.
Президентом, который будет избран на честных выборах, которые гарантирует нам Светлана Тихановская. Это будет лучший подарок нашим детям. Голосуйте за Светлану Тихановскую, друзья. Спасибо. Это был Андрей Курейчик. Любим, можем, переможем. Дякую, Леониде. Дякую, Андрей. Итак, друзья, у нас все больше, больше и больше прибывают люди, так что не единожды будем просить потихонечку перемещаться. Там большое пространство, чтобы мы находились напротив сцены, напротив в будущем выступающих и Светланы, и Марии, и Вероники. Вам будет лучше видно, вам будет лучше слышно. Слышно ли сейчас нас хорошо? Итак, техника безопасности. Нас много, нас все больше, нас большинство. Мы ведем себя культурно, мы не выкрикиваем никаких лозунгов, которые могут оскорблять кого бы то ни было. Не будем усложнять предвыборную борьбу Светлане. Ну а дальше любовь. Вядомы беларускі і расійскі рэжысёр Андрей Курейчык выступіў са сцэны на пікеце Святланы Тихановскай. Андрей і рэжысёр, і драматург, і прадусар. Ён удзельнік здымачных камандаў такіх сапраўды папулярных і ў Беларусі фільмаў. Вот «Ёлкі» ён згадваў, таксама быў такі фільм «Любовь, морковь». Я ведаю яшчэ, што адзін з апошніх фільмаў, якія сцэнарыстам якога ён быў і які таксама беларусы полюбілі і глядзелі ў кінотэатрах, «Движение вверх», пра адну са значных перамогаў у савецкім спорце. Андрей таксама вядзе свой блог, дзе актыўна выказваецца наконт палітычных падзеяў. І вот, як мы бачым, вот у сваёй прамове ён падтрымаў Святлану Тихановскую, прывёў нават такія асабістыя вельмі лічбы, сказаў, што 14 гадоў яму было, калі Александр Лукашенко прыйшоў да ўлады, а цяпер яму ўжо 40 гадоў, у яго 3 дзяцей. Вось. Радуе Свабода, і мы ў жывым эфіры, на нас глядзяць людзі цяпер. Але вас будзе вельмі добра чуваць, калі вы будете казаць у мікрафон. Все будзе чуваць. Якое пытанне? А што вы пра выбары думаеце? Пра выборы? Если без мата, то я очень надеюсь. Я очень надеюсь, что мы победим рано или поздно. Чем раньше, тем лучше. Просто этого президента я его запомнил, когда он был депутатом. Я сразу понял, кто это такой. Очень обидно, что люди так поздно начинают понимать, кто у власти. И я понимаю, что президент не может быть хорош для всех. Но хотя бы он должен быть культурным. А тут просто стыдно за кто нами правит. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки у нас будет другой президент. Очень надеюсь. Живе Беларусь! Хто з гэтых кандыдатаў вам падабаецца на гэтых выборах? Вы знаете, что для меня не столь важно, кто победит. Но вообще, конечно, я буду голосовать за Тихановскую. Не будем говорить на ночь про Конопатскую, про Черешня. Это все понятно. Я буду голосовать за Тихановскую, потому что она простая белорусская женщина. Но она думает о будущем. Мне очень приятно, что объединились, наконец, демократические силы. Это очень приятно. Вот так. Дякую вялікі. Дякую. Сталые люди, вот что адрознівае, конечно, гэтыя агітацыйныя пікеты. Часто на розныя імпрэзы можна сказаць, что вот пришли больше молодых людей, ці наадварот больш сталых людзей. А вот на гэтых агітацыйных пікетах, конечно, вельмі розныя людзі, розных зусім узростаў.
Это был рэпартаж Александры Дынько, записаны некалькі десяткаў хвілін таму. Мы доставили его с площади и показали в доброй якости. Вось, ну, могу сказать, что на площади протягиваются выступы. Вось мы зараз поглядели Андрея Курейчика, а еще выступили сваяки палітвязняў, Ольга Северинец, Александра Зверова, это дзяўчына одного з затрыманых Бабарыкі. Вось, яна выказали, все гавораць про падтрымку тых людей, якія арыштаваны у рамках гэтай кампаніі. Пазней гэтыя выступы сваякоў палітвязняў мы таксама пастараемся паказаць вам у запісе крыху пазней, а зараз працягнем размовы, якія адбываюцца на падходах да плошчы Бангалор, да пляцоўкі, дзе адбываецца гэты шматтысячны мітынг. Так, Антон Трофімович з'явіўся зноў, правда, можа, не ў лепшай якасці, але ў жывым эфіры. Антон, ці вы нас чуеце галоўнае? Ці можаце, калі ласка, вам слова? Вітаю зноў. Уключэнне Рады Свабоды з вуліцы Сурганова тут у Менску каля плошчы Бангалор і парку Дружбы народу, дзе праходзіць пікет. Вось як мне удакладнілі калегі, там цяпер па ацэнках праваабаронцаў, назіральнікаў знаходзіцца 25 тысяч чалавек. Калі гэта сапраўды так, то за апошнія 10 год гэта самае вялікае мерапрыемства палітычнае, самы вялікі палітычны мітынг, які збіраўся ў Менску. Мы знаходзімся вось каля 1 кіламетра ад месца падзею, таму што праз вялікае скапленне людзей сігнал там вельмі слабы і няма магчымасці уключаць відэатрансляцыю, але тут мы бачым все яшчэ, вось хутка будзе 2 гадзіны, як людзі працягваюць проста пешкі падыходзіць да парку Дружбы народаў. Добрый дзень. Добрый день. Добрый день. Это Рада Свобода, у нас живая трансляция. Ці вы не на митинг идете? Туда. Да. Расскажите про вашу кампанию великую. Чему вы решили вас так организованно пойти? Чтобы показать, что нас много. Просто нас много, мы все разные люди, все разными занимаемся профессиями, но мы решили пойти и показать, что нас очень много. Да, в разных местах работаем, то есть кто на госпредприятии, кто на себя, кто на частное, но свою реакцию, свое мнение нужно высказать, выразить, вот. Показать, что, ну, действительно нас много, в нас, в людях огромная сила, и показать, что, ну, действительно, что сегодня нас, допустим, 25 уже говорят, там, тысяч, может, 30, да, завтра выйдет 1 миллион. То есть, ну, чтобы власть видела, что, ну, с нами просто так, этими автозаками, там, дубинками с нами не поспоришь. У вас нема перасцярогі наконт вось гэтага сілавога нейкага варыянту, ну, сілавога ўплыву, что, ну, может быть применена сила? Мы взяли с собой только 10 рублей сигареты. Мы готовы ко всему. Мы готовы. То есть у нас уже вот даже шутим на ту тему, что, ну, 15 суток отдыха, ну, хорошо, отдохнем. Отпуск. Да, отпуск небольшой устроим. Вот, на самом деле мы идем на мирный митинг. Мы не хотим, чтобы кто-то применял силу по отношению к кому-либо. Не просто народ, не даже тот же ОМОН, не милиция, никто. Я считаю, что митинг должен быть мирным, так как это и хотелось, так как это и планировалось. Потому что, ну, никому не интересно эти, извините, мордобои и все вот это вот. Это никому не надо. Простому народу это не надо. Все хотят просто показать, что нас много и мы едины. А вы сказали, что нехто на державном предприятии працуе. Какие там настрои? Скажем так, вот, ну, я, допустим, я не скрываю, что работаю на тракторном заводе, на МТЗ. То есть от подразделения к подразделению. Чем выше к руководству, тем больше настроены за, ну, действующую власть. Чем ниже, простые работяги, 99% все настроены против. Все настроены идти голосовать. Кто за Светлану Тихановскую, кто просто против всех. Ну, есть люди, которые, ну, не видят как бы сильных кандидатов. Ну, по своим личным причинам они идут голосовать против всех. Но в основном, вот, грубо говоря, мой уровень работяги, никто не хочет вот этой власти. Все наелись, всем хватит. Хотя, ну, я мог бы паспрачацца, месяц таму у нас была пытанка акурат каля трактарнага завода, і там, ну, мы просто людзей, ну, выпадковых пыталі, даволі шмат было тых, хто падтрымлівае цалкам дзеючую ўладу. Проблема в том, что еще месяц назад люди не видели, не было первых митингов со Светланой Тихановской, а люди сейчас увидели, что по всей стране такие настроения, и люди перестали бояться.
То есть люди уже не боятся. То есть если мы как бы более молодое поколение, мы перестали бояться там 5-10 лет назад, да, то люди, которые в возрасте, в какой-то момент осознали, вот моя мать уже на пенсии, и она уже осознала, что сколько можно-то бояться. То есть сами не пожили, так хотя бы дадим детям, внукам пожить. Ну, то есть вот так. И поэтому люди все больше и больше и больше, то есть и взрослые, пожилые люди начинают выходить сами. То есть даже по сегодняшнему митингу будет видно, что огромное количество людей в возрасте, людей пожилых. То есть не только молодежь. Здесь уже никто не скажет, что это проплаченный, как раньше можно было сказать. То, что... Вот, а так... Вам не платили за то, что вы сюда придете? Нет, конечно. Если все людям заплатили бы, да. А так полностью присоединяюсь к словам своих товарищей, добавить даже уже особо. А вы хотели что-то дать? Я уже забыла. Я работаю на Минском автомобильном заводе, и я хочу сказать, что очень большое количество людей, особенно вот начиная с молодежи, которая вот 18 лет приходит работать, и там до 35-45 лет, они все в основном уже настроены на новую власть. Они уже не рассматривают как кандидата действующую власть, скажем так. Они не рассматривают его в принципе, потому что, скажем так, за 26 лет мы уже все наелись. Да, я, например, вообще не жила при свободной стране. Я 94-го года выпуска, да. В августе родилась, да, и поэтому я не видела ничего. Я хочу, чтобы что-то начало меняться в этой стране. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя свободно и не боялись выйти на улицу, чтобы их там из очереди вытянули и начали запихивать в автозак. Я считаю, что это неправильно. Все должно в этой стране, как и в соседних наших сестрах странах, да, быть свободно. То есть должны быть правильные выборы. Такие, например, как в Польше проходили, да, вот мы все знаем, что там все 50/50 почти шло, но тем не менее люди с этим согласны, потому что так и должно быть. Никто не арестован, и никто не может утвердить единую власть. А когда нам в уши вливают, что там 83 или 80 сколько там процентов было, не может быть такого, потому что у нас в стране, извините, живут не только пенсионеры. Но как бы могу сказать, что пенсионеры, да, в основном, которые старше 70 и выше, да, наверное, даже 75, вот они им все равно уже, они говорят, у нас есть один президент, нам Лукашенко, нам все устраивает, а те люди, которые уже даже вот помладше, там, от 70 там, до 75, они все считают, что, хватит, наверное, уже, надо и пожить, правильно, поэтому, как бы, мы... Как там? Все вот это вот. Живе Беларусь. Живе Беларусь. Сереж, живе Беларусь. Вот у нас что есть. Вопрос в том, что у многих пенсионеров просто нет альтернативной информации. У них есть только телевизор, у них нет интернета, а там, соответственно, все понимают, что только одна информация. Вот и все. Если бы, я думаю, они тоже узнали бы другую информацию, мнение могло бы измениться у большинства. Дякую вам велике за розмову, за ваше міркування. У нас просто жива трансляція. Так, я просто розповіду, що ось зараз ми розмовляли з людьми, які працюють на державних підприємствах і розказували про те, що люди там, принаймні у їх оточенні, серед їх колег, люди, які готові і хочуть голосувати за альтернативних кандидатів. Ось розказували, чому. Тут ось на Сурганова, дзе мы стаім, людзі ідуць такімі хвалямі, гэта, відаць, праз скрыжаванне там на светлафоры яны чакаюць, і вось там метраў праз 100 до нас дойдзе чарговая хваля, і, можа, паговорым. Добрый дзень, а вы раптам не з мітынга? Раскажыце, калі ласка, бо мы не маем магчымасці туды трапіць з камерай, бо там вельмі слабы сігнал, што там адбывалася, да таго, як вы адтуль не сышлі. Мероприятие, получается, отбывалось. Там что, выходили родственники тех людей, которые сейчас, к сожалению, сидят по надуманным вообще
даже это, ну, это даже просто нельзя говорить такое, потому что это непонятно. Просто людей захватывали, просто забирали, и люди рассказывали, как они переживают по этому поводу, рассказывали, что чтобы такого не было, нам надо перестать бояться, и что любовь, а не любовь, 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 говорили. Потому что это самое главное, что нас объединяет, и чтобы все было хорошо. Вось прочитаў про то, что по ацэнках назіральнікаў там каля 25 тысяч человек собралось, сапраўды там вельмі шмат людей. Честно говоря, очень много людей, но мы стояли слева от сцены. Большинство заходит в парк и становится возле прямо входа, и почему-то их просят передвинуться, но на самом деле там очень много людей, но пока я, честно сказать, сколько там, я думаю, больше 10 тысяч точно. Надеюсь посмотреть потом сверху фотографию, и тогда мы все поймем, насколько масштабы больше, чем в прошлый раз. Вы з'являліся фотаздымкі аўтазакаў напярэдадні, ці там ну, міліцыя як глядзіць там? Вокруг полностью проверяет, полностью все здороваются, милиция вежливая, в принципе, никого не особо так не трогает, всех пропускает, но всех проверяют. Автозаки стоят, автобусы стоят наготове, во дворе стоят, ОМОН в микроавтобусах, я видел сам. Но пока тишина, пока все хорошо, пока не приехали главные участницы, все пока что более мирно и все хорошо. Надеюсь, так же продолжится, как и сейчас, чтобы не было. Но каждый предупреждает, чтобы не велись на провокации, потому что провокации, мне кажется, могут быть очень сильные. Сегодня навод? Навод сегодня? Возможно, почему нет? У нас государство на это может. У нас детям угрожают родственников, поэтому я не удивлюсь, если будут какие-то провокации, чтобы можно было всех нечаянно побить и забрать. Ни за что. Поэтому я не удивлюсь, если будет такое. Дякую вам за розмову і міркування. Дякую. Зараз ми переведемо нашу трансляцію на студію. Дякую, Антон Трофімович працягвае распытваць людзей, якія ідуць з мітынга і на мітынг, якія дзеляцца сваімі эмоцыямі. З-за праблемаў з сувяззю мы не можам паказаць, што зараз адбываецца там, але вось людзі расказваюць і выказваюць свае меркаванні наконт таго, што адбываецца. Зараз на невялікі час мы можам паглядзець, што пад'язджае да плошчы Бангалор машына. Это ідзе стрым з машыны, у якой Святлана Ціхановская едзе, каб выступаць. Яна была ў нас у жывым эфіры, яна казала, што хвалюецца, яна рыхтуе свой выступ. Вось частка выступу будзе по-беларуску, як написали коллеги. Вось у корки ў раёне плошчы Бангалор перагружаны трафік, было некалькі аварый, троллейбусы стаялі. Вось таму як бы і не так удаецца хутка дабрацца Святлане Ціхановскай да месца сустрэчы на свой агітацыйны мітынг, але гэты мітынг яшчэ будзе доўгі час. До 10 гадзін ён заявлены, яшчэ 2 гадзіны і удасца выступіць. Мы чулі ад людзей, якія згадалі, што выступілі сваякі палітвязняў, заклікалі падтрымліваць іх, і галоўны месседж іх: напішыце ім лісты палітвязням. Так прагучала на плошчы, пазней мы пабачым. Ну а цяпер давайте пераключымся вось з гэтай машыны і паспрабуем паглядзець рэпартаж, які падрыхтавала для нас Аляксандра Дынько, якая хвілін 15-20 назад працавала на плошчы Бангалор. Аляксандра Дынько. Вельмі гучная музыка, добра падрыхтаваны штаб Святланы Ціхановскай для того, каб праводзіць такія пікеты. Гэта, канешне, не дае магчымасці так нармальна размаўляць, але напэўна людзям весела, і яны будуць заставацца тут. Я нагадаю, што пікет запланаваны гэты на працягу некалькіх гадзінаў. Будуць выступаць тут людзі, будзе выступаць Святлана Ціхановская, удзельніцы ейнага аб'яднанага штаба, Марыя Калеснікова і Вераніка Цапкала. Чакаецца, што выступяць знакавыя для Беларусі людзі, якія падтрымліваюць штаб Ціхановскай. Можна да вас звярнуцца? Можно до вас вернуться? Давайте. Мы у живым эфире Радио Свобода стараемся, покуль есть сувязь,
Скажите, калі ласка, кого падтрымліваеце з кандыдатаў на гэтых выбараў? Ну, конечно же, Тихановскую. А чему, конечно? Потому что хочется новых честных выборов, потому что эта ситуация с ущемлением наших прав уже стоит вот здесь. Хочется свободы, хочется правды, хочется честности. Чому ви думаєте, що Святлана може гэта забяспечыць? Вона ж не політик зусім, яна сама про гэта кажа. Ну, она внушает доверие. Я не знаю, я доверяю своим чувствам, поэтому мне кажется, что будут перемены. Благодаря Светлане. Ви ведаеце, колькі людей тут пришло? Может быть, вы позднее пришли? Как вы думаете, колькі человек? Сколько человек, не знаю. Ну, в прошлый раз было, говорили, около 10 тысяч в Минске. Здесь сейчас пока что примерно по ощущениям столько же. Но я думаю, будет больше. Пока с работы люди вернутся. А когось хочеться, может быть, послухать на этом пикете адмыслова? Конечно, хочется послушать представителей всех штабов. Ну и очень приятно, что будут выступать наши местные певицы, например, Лера Яскевич. Очень нравится ее творчество. Дякую вялікі. Дякую. Вот так само и за музыкой приходят люди на пикеты. Свое мнение на разрешенном митинге. Большое количество неравнодушных, творческих людей сегодня будет подниматься на эту сцену, чтобы высказать все, что у них наболело, все, что они чувствуют. Вядучы са сцэны нагадвае, што гэта канстытуцыйнае права беларусаў на свабоду сходаў і свабоду выказвання. Мы таксама хочам нагадаць пра тое, што Радыё Свабода аб'ектыўна і всебакова асвятляе падзеі ў Беларусі і ў свеце. Просім удзельнікаў гэтага стрыму і таксама каментатараў, усіх, хто нас глядзіць, не заклікаць да парушэння беларускага заканадаўства, не заклікаць да несанкцыянаваных мерапрыемстваў, таксама не абражаць нікога ў каментарах, у сваіх выказваннях, быць ветлівымі адзін да аднаго, проста берагчы адзін аднаго. І таксама, як і вядучыя са сцэны, нагадваем, што Канстытуцыя Беларусі гарантуе ўсім грамадзянам Беларусі права на свабоду сходаў і свабоды выказванняў. Што-то там... Так, хтосьці там выступае са сцэны. Итак, мы за честные выборы, мы за то, чтобы отпустили политических заключенных, и мы за любовь. Марго, скажи нам что-нибудь и спой про любовь. Гэта хтосьці выступаўся, група Lounge Sketch. Я, может быть, памыляюся, я не ведаю гэтую групу. Напэўна, гэта вельмі добрая група. Раз яе паслухаць сабралася столькі людзей. Людзей сапраўды стала больш. Вот мы нядаўна размаўлялі з дзяўчынай, яна была на папярэднім пікеце на вот у гэтым парку сяброўства народаў. Вот мяне там не было, але кажу, што было 10 тысяч чалавек. Яна кажа, што па ейных адчуваннях прыблізна столькі ж людзей і сёння. Але я зусім не магу гэта не пацвердзіць, не аспрэчыць. Па-першае, мне просто не відаць. Я не бачу, колькі тут людзей. Можа быць, паўз камеру гэта відаць лепш. Надо вас звярнуцца? Мы ў жывым эфіры Радыё Свабода. Прывітанне. Скажыце, калі ласка, па-першае, можа быць, вы ведаеце, колькі людзей ўжо прыйшло? Можа быць, вам лепш відаць? Ну, на жаль, мы прыйшлі, тут стаялі, калі яшчэ толькі народ збіраўся. Ну, мне даволі цяжка сказаць, я думаю, некалькі тысяч дакладна прысутнічае. Вось, можа потым, калі паглядзім стрім, будзе бачна так зверху, ці неяк там са сцэны, можа лепей бачна. Дзякуй вялікі. А мабільны тэлефон у вас працуе? Ёсць мабільны інтэрнэт? Я паставіў яго па рэкамендацыі вядоўцы, паставіў яго ў рэжым палёту, таму, насамрэч, я нават не спрабаваў нікаму тэлефанаваць. Ясна. Давайте тады да сур'ёзных пытанняў. Што думаеце пра выбары прэзідэнцкія? А што тут думаць? Вы самі ўсё бачыце, насамрэч, што адбываецца. Ёсць ваш кандыдат на гэтых выбарах, вот у бюлетэні, калі вы будзеце... Віктор Бабарыка. Ён зараз за кратамі, вы самі ўсё ведаеце. Вось, адзінае выйсце зараз галасаваць за Святлану Тихановскую і чакаць новых выбараў, я так лічу. А
А як вы ставитесь до того, что Виктор Бабарыка опынулся за кратами? Это жудасна. Ну як могу ставиться до этого? Мне падаецца, што гэты чалавек такога не заслугоўвае. Ён мае чысты намер і ён хоча зрабіць гэту краіну лепей. Я дакладна ў гэта верю. І я ў гэтым не сумняваюся. Святлана Тихановская абяцае, што яна зробіць свабодныя выбары. А вы верыце, што ёй хопіць, ну, па-першае, не знаю, сумлення, выканаць сваё абяцанне, што ёй хопіць сіл, самастойнасці, каб гэта зрабіць? Я спадзяюся, што людзі проста, якія атачаюць яе, якія навокал, яны не дадуць ёй зрабіць неяк інакш. Вось і ўсё. Ну, яна не адна зараз. Я думаю, што неяк так. У тым ліку з нашай падтрымкай. Вось. Таму верым у новыя выбары, верым у сумленную Беларусь. А як вы ставіцеся да гэтай інфармацыі пра затрыманне 33 баевікоў і што магчымыя правакацыі падчас такіх масавых акцый? Ну, я думаю, что это надуманная ситуация, конечно. Іншае пытанне, что зараз мне хотелось, каб Святлану Тихановскую праз гэта снялі, бо появилась информация, что неяк это связано с Сергеем Тихановским. Ну, это будзе, конечно, чарговы нейкі фейл от уладаў. Я не ведаю, як это сказать яшчэ. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Кажуць пра некалькі тысяч чалавек, вот людзі, якія падыходзілі, ну, мабыць, гэта сапраўды так. Выступае першы музычны гурт цяпер на сцэне. Пасля пачнуцца ўжо выступы удзельнікаў гэтага пікета. Ну, напэўна, будуць сур'ёзныя і важныя рэчы гаварыць. Можна до вас звярнуцца? Ой, Наташа. Можна? Молодой человек, вы заўжды выказваецеся, кажуць ваши дзяўчыны. Мы ў жывым эфіры «Радио Свобода». Пытаемся, что белорусы думают про президентские выборы. Что пора менять что-то в стране. Хотим нового президента, свободы хотим. А сярод гэтых кандидатов есть ваш кандидат, кто вам наибольш падабаецца? Ну, за Тихановскую, потому что, ну, за честные выборы, а там будем смотреть. А чему вы ей доверяете? Ну, вот доверяю. Что человек говорит, что не рвется к власти, ну, обещает честные выборы, я верю. Почему нет? А калі б яна засталася президентом, вы б хотели этого? Падтрымлівалі б яе? Вот, напрыклад, яна абвесціць новыя выборы и сама таксама будзе удзельнічаць. Вы за кого проголосуете? Ну, у нас будет полгода подумать, что изменится. Вряд ли что-то за полгода изменится, но будет время подумать и более, ну, сейчас однозначно за нее. Ну, альтернативы не вижу пока ей. А что вы новому президенту пораите заменить у Беларуси? Много чего. Тяжело будет, вот это точно. Легко не будет. Это, ну, главное, чтобы народ поддержал. А быстрых перемен никто не ждет. Ну, ничего, терпели столько. Дождемся чего-то хорошего, я думаю. А что хочете, каб не менялось? Вот что в Беларуси сапраўды классно, что варто заховать там и новому президенту, и наступным? Ну, что, самые люди наши, добрые, мирные, терпеливые, но человеческий ресурс, что еще сохраняется у нас? Остальное все будет. Дякую вялікі. Дякуй. Працягваецца канцэрт. Людзі пакуль што яшчэ падыходзяць. Святлана Тихановская, на якую паслухаць якую збіраецца найбольш людзей, яшчэ пакуль не тут і гледачі стріму «Радіо Свобода». Ви зараз поглядели яшчэ один чарговы рэпартаж Александры Дынько у запіси з мітингу, який цяпер адбываецца на плошчы Бангалор у парку Дружбы народаў. Прыблізна гадзіну таму вось гэтыя людзі былі, ты размовы адбыліся. Вось, на жаль, мы не можам у жывым эфіры гэта паказваць за цяжкасцяў з сувяззю. Ну, відаць таму, што невялікая колькасць людзей прыйшла. Паводле праваабаронцаў, 25 000 чалавек прыйшлі на гэты мітинг, на пляцоўку, і чэргі ўсё яшчэ стаяць
даглядаць да вось гэтых прапускных пунктаў. Па 100 прыблізна метраў, пішуць нашыя калегі, паведамляюць. І таксама яшчэ людзі ідуць і ідуць. Мітынг заканчваецца в 10 гадзін вечара, і людзі працягваюць ісці у накірунку плошчы Бангалор, каб пабыць, папрысутнічаць, паслухаць. Антон Трофимович, гэтых людзей спрабуе, наш калега Антон Трофимович, спрабуе з людзьмі гэтымі пагаварыць. Антон, вітаю вас зноў. Вы ў эфіры. Што людзі гавораць, калі ласка? Алло? Алло? Вітаю, шановне господарство. І знову включення з вулиці Сурганова у Менску. Тут уже 3-ю гадзіну ми знаходимося, бо сигнал тільки адсюль нам дазваляе весці стрым. І вось мы сустрэлі пару чалавек, якія былі на мітынгу і могуць распавесці, што вось у гэтыя хвіліны менавіта там адбылося. Добрый дзень. Распавядзі, калі ласка, ці сапраўды там настолькі шмат людзей, як вось пішуць там пра 25 тысяч чалавек? Да, по-настоящему где-то около этого, потому что мы стояли где-то чуть ближе к сцене, и когда поднимается аплодисменты, прям где-то там сзади, накрывает волна, это очень круто, это непередаваемо. Так и есть. Ці усе люди змешаюцца ў гэтай агароджанай тэрыторыі? Не знаю, как где-то ограждение заканчивалось, но ощущение такое, как будто бы включают как кто-то колонки сзади, как на трибунах на футбольных стадионах, где-то еще на концертах. И как с динамиков оттуда валит какой-то, но это не знаю, как это. Не верится. Ці вы былі на нейкіх падобных мерапрыемствах увогуле? Да, ходили мы, когда здесь было около 7 тысяч на первый митинг. Адчуваецца, што зараз болей, чым тады? Много раз. В раза 3-4 точно. Чым 2 тыдні таму таксама вось на плошчы Бангалор, так? Да, так. А ўвогуле, распавядзіце, калі ласка, ці вы бывалі на палітычных мерапрыемствах да гэтага лета? Ходили раньше. Ходили очень давно, когда была акция «Стоп бензин». Вот. Хлопки были. Это 9 год тому было? Да, ходили. С того часу ни разу не ходили никуда? Ну, так, да, учеба это туда-сюда, семья, дети. Вот было не до этого. 15-й год как-то тоже прошел. Выборы тоже были в другой стране, голосовали в посольстве в Париже. То есть тоже как-то... С чем вы связываете вот такую активизацию людей сёлета? Ну, не знаю, как все говорят, что народ проснулся, ну, на самом деле чувствуешь и по себе. Работу найти по специальности сейчас, допустим, ты пролетел, как-то хотел уехать за границу, в Китай улететь работать. Потом ты пропустил этот момент, не улетел, и устроиться уже по специальности, чтобы какой-то хоть достаток, хоть семью какую-то, допустим, тянуть. То есть нет, невозможно. Сейчас уже все, нельзя. А другую работу найти не по специальности тоже сложно. А заработки очень низкие. Вы думаете, ну вось, калі нехта з альтэрнатыўных кандыдатаў прыйдзе, вось гэтыя эканамічныя праблемы могуць быць зменены? Да. Ну, я думаю, куда дальше. То есть здесь не в кандидате дело, здесь народ должен выбрать. У него должно быть право выбора все-таки. Дякую вам велике. Дякую вам. Можем потом с вами на другий раз. Ми вас бачили на стримі у ЦВК. Ні, напевно, колеги мої були. Дякую вам за розмову. Вось нагадаю, што, як вы чулі, гэты чалавек быў прысутнічаў на мітынгу, які праходзіў таксама ў гэтым парку дружбы народаў амаль 2 тыдні таму, і па яго ўражаннях людзей у некалькі разоў болей. А тады, вось, нагадаю, было 7,5 тысяч па ацэнках назіральнікаў. Добрый дзень. Так, вы до нас падыходзілі, вы хацелі нешта сказаць. Так, калі ласка. Здравствуйте. Хотел бы сказать всем молодым жителям нашей прекрасной страны, Республики Беларусь: ребята, пожалуйста, не бойтесь выходить на, как минимум, санкционированные митинги. Ребята, пожалуйста, постарайтесь сделать правильный выбор 9 августа. Мы должны исправить ошибку, которую совершили наши родители и наши деды в 94-м.
там, в 2000-2005, понятное, само собой. Я вас умоляю, прекрасные женщины, Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника, если не ошибаюсь, Цепкало, это гордость и опора нашей страны женщины, которые смогли показать больше, чем все мужчины, которые лежат где-то на диване, канапе, которые боятся. Я сердечник, у меня очень слабое сердце и очень большие проблемы со стрессом. И я нахожусь сейчас здесь. Пожалуйста, если у вас есть какая-то причина, которая не дает вам показать вашу гражданскую позицию, превознемогите ее и просто выйдите, покажите свою солидарность, выразите. Я вас очень прошу, как обычный белорус, ни больше, ни меньше. Чому ви кажете, що помилку допустили в 94-м и 90-м? В 94 году Солнцеликий сказал, что нам надоела 70-летняя власть, и власть Белоруссии должна меняться. Поэтому мы на протяжении 26 лет с того времени смотрим на то, как власть меняется. Пока безрезультатно. Это был его предвыборный слоган в 94 году. Сменяемость власти. Сменяемости власти нету. Я живу практически всю жизнь. Мне 27 лет. Я практически всю жизнь живу при одном президенте. Сменяемости власти я не видел. Поэтому это мой ответ. Дякую вам велике за ваше міркування. Дякую вам за вашу роботу. Я нагадаю, що Рада Свобода ми об'єктивну всебокову інформацію адлюстровуємо і даємо усебокову... Ой, я вибачаюся. Вторая моя история на сегодня про людей. В Мозыре работает прекрасный Гэта было ўключэнне невялікае, нам удалося прорвацца, нейкі сігнал атрымаць. Зараз у гэтыя хвіліны Святлана Тихановская на сцэне вялікага мітынгу на плошчы Бангалор. Яна пачала сваё выступленне 5 хвілін таму і пачала яго па-беларуску, расказала часткова пра тое, чаму яна пайшла ў палітыку, як яна пазнаёмілася з Сергеем, што рабіў яе Сергей у часе сваёй кампаніі. Там прорываецца яшчэ нейкі гук ад Святланы Тихановскай. Мы пазней пакажам у запісе яе выступ, пазней пакажам таксама выступы сваякоў палітвязняў. Вось, Антон Трофимович зараз працягне тады размовы, а мы пастараемся, паспрабуем, можа удасца нам зноў падключыцца і паказаць, што адбываецца ў гэтыя хвіліны. Антон Трофимович, працягвайце размовы з людзьмі. Гэта таксама вельмі важна і вельмі істотна, што гавораць людзі, якія прыйшлі і ідуць на гэты мітынг. Вітаю, шановні глядачі, знову. Включення з вулиці Сурганова, 3-ю годину. Ми ось тут знаходимося, і 3-ю годину стягуються люди на пікет Світлани Тихановської, який проходить у парку Дружби народів. Добрый день. Это Рада Свобода, живая трансляция. Скажите, вы раптом не на пикет собрались? Да. Можна пару хвилин ваших часу зняти. Розповідіть, будь ласка, ці увогуле раней у палітичному житті неяк удзельнічалі, на які мітинги ходили вось до гэтага лета? Пока что нет, но теперь уже да. Что изменилось? Видим настроения, какие царят среди людей уже. Надо что-то как-то принимать в этом участие, надо что-то делать.
Мы просим пробачення, ми вимушені перерватися. Давайте послухаємо Світлана Тихановська, этой хвилины выступая. Меня зарегистрировали кандидатом в президенты Республики Беларусь. Но в тот вечер, вместо того, чтобы поблагодарить людей за поддержку и доверие, мне пришлось записывать видеообращение к силовым структурам. Так как в тот день не зарегистрировали двух сильных кандидатов Виктора Бабарика и Валерия Цепкала, белорусы вышли на улицу выразить свое несогласие с решением ЦИК. И мирных людей били, мирных людей забирали в автозаки, мирных людей увозили в неизвестном направлении. Я смотрела на милицию и ОМОН и думала, что вы делаете? Ведь на улицу выходят ваши матери, ваши дети, братья, сестры. Не нужно их бить. Люди идут с миром. Люди просто хотят выразить свое мнение. Моя третья история про военных и милицию. Дорогие, посмотрите нам в глаза. Мы такие же, как вы. Бабушка, которая продает в переходе укроп, не преступник. Люди, которые хотят достойной жизни, не преступники. Белорусы, которые поддерживают альтернативных кандидатов, не преступники. Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести. Не идите против своего народа. Мой муж Сергей Тихановский не преступник. Вы знаете, когда вчера мы все узнали эту историю о том, что в Минске была задержана группировка боевиков, все время забываю это слово, редко слышу боевиков, и вы знаете, мы начали думать, к кому этих боевиков привяжут. Мы думали, что, наверное, в стране объявят чрезвычайное положение и нам запретят проводить пикеты, чтобы мы не смогли с вами общаться. Это был первый вариант. Второй вариант, что будет проведена какая-то провокация на одном из наших пикетов, и эту провокацию припишут Тихановской и нашему объединенному штабу. И, понимаете, это будет поводом для снятия. Но беда пришла, откуда не ждали, хотя это было и ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому. Вы знаете, сегодня утром была встреча в ЦИК, где нам... Да, спасибо, можно я расскажу, а то я
очень тяжело это переживаю. Сегодня утром была небольшая встреча в ЦИК, где нам обрисовали эту ситуацию. Нам сказали, что во время пикета будет налажена дополнительная охрана. Спасибо большое власти за это, что помогли нам в организации охраны этого мероприятия. Но сегодня утром мне, глядя в глаза, высокопоставленные чиновники говорили, что для них самая главная ценность – это человек, жизнь человека и судьба человека. И вы знаете, я на секунду в это поверила. Но когда я в обед узнала, что Сергею переквалифицировали статью на статью 293 «Подготовка и активное участие в массовых беспорядках» и привязали этих боевиков к его делу. Вы знаете, вы говорили о том, что жизнь человеческая для вас важна, о том, что судьба человека для вас важна. И через пару часов вы ломаете судьбу человека, не одного, судьбу всех политзаключенных, судьбу семей этих политзаключенных, судьбу всего народа. Вы знаете, эта ситуация с боевиками очень-очень страшная, потому что я только в страшном сне, наверное, могу представить, куда они еще могут привязать, понимаете, вот этих боевиков. Это так страшно. Нам сейчас поступает информация, что российские боевики из частных военных компаний бывали у нас часто, и что они использовали Беларусь как перевалочную базу. Я этого никогда не знала. Но с этим же надо разбираться. Если это так, то у меня вопрос. Куда смотрели спецслужбы и почему они подняли эту тему прямо перед выборами? Вы знаете, я считаю, что с этими боевиками нужно разбираться отдельно, а выборы пускай проходят по закону. Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам, чтобы они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? Мы хотим честных выборов. Как при чем здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди, и мы хотим мирных перемен в нашей стране. Друзья, мир, любовь и независимость. Я пришла в политику, оказалась в политике не ради власти, а ради справедливости. Мы объединились с командами Виктора Бабарика и Валерия Цепкала. Мы создали сильную команду ради общей цели строить новую Беларусь. Но мы
не справимся без вас. Приходите на выборы только 9 августа и голосуйте за меня, Светлану Тихановскую. Друзья, и вы все знаете, что не нужно приходить голосовать досрочно. Только 9 августа. И только за Светлану Тихановскую. Когда я стану президентом Республики Беларусь, я сделаю 3 вещи. Во-первых, я освобожу политзаключенных и экономических заключенных. Во-вторых, я проведу референдум по возвращению Конституции 1994 года, где есть ограничение полномочий президента и сроков его правления. В-третьих, в течение полугода я создам условия и проведу честные, независимые выборы нового президента. И этого президента выберете вы! Я хочу, чтобы мои дети росли в свободной и счастливой стране. Они боялись за своих родителей, которые требуют уважения и правды. Разве я многого хочу? Я хочу, чтобы людей не бросали в тюрьмы за то, что они гуляют по улицам. А вы этого хотите? Я хочу знать правду, даже если у нас в стране много заболевших, а не слушать Минздрав, что все хорошо. А вы этого хотите? Я хочу, чтобы люди не искали возможность уехать из Беларуси, а получали здесь достойную зарплату. А вы этого хотите? Моя главная цель – провести настоящие, честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Я хочу, чтобы вы сами решали свою судьбу. Как жена и мать, я понимаю, в семье один за всех и все за одного. Я хочу, чтобы так было и в нашей стране. Вы этого хотите? Приходите 9 августа на свои избирательные участки и голосуйте за меня, Светлану Тихановскую. Друзья, спасибо. Помните,
что только вместе мы можем построить страну для жизни. Дружнее, дружнее аплодисменты Светлане Тихановской! К микрофону приглашается представительница штаба Виктора Бабарика Мария Колесникова! Привітання, Минск! Мой любий город! Я рада бачить вас, сябри! Дякую, що ви прийшли до нас. Як ваші справи? Меня зовут Мария Колесникова. Я представитель штаба Виктора Бабарика! Я хочу вам рассказать 3 истории. Первая история о переменах. По образованию я музыкант, и я преподавала музыку 20 лет. Параллельно я очень много выступала на сцене, я сама организовывала проекты и фестивали международные. Я говорю об этой жизни в прошедшем времени, и мне очень самой странно это понимать. Еще 3 месяца назад я была абсолютно довольна своей жизнью. Довольна ли я сейчас? Нет. Я недовольна. Я счастлива. Я счастлива. Я счастлива быть на этом месте. Я счастлива видеть вас, ваши горящие глаза. Я счастлива, что мы можем менять с вами вместе страну. Еще 3 месяца назад я жила для себя. Больше я не живу для себя. Я себе не принадлежу. Я принадлежу вам. Я принадлежу своей стране. Когда Виктор Дмитриевич сказал мне, что хочет стать президентом, я поняла, что именно о таком президенте для Беларуси я мечтала всю свою жизнь. Я помню день, когда я поняла, что Беларусь меняется. С первых дней нашей кампании вы, прекрасные белорусы, забросали нас лайками, репостами, вниманием и своей безграничной любовью. Это было так вдохновляюще, это было так мощно, это было так искренне. Мы видели и чувствовали поддержку огромного количества людей. Но тогда мы совсем не понимали, как далеко распространится эта любовь за пределами интернета. Когда больше 10 тысяч людей записалось в инициативную группу и собрала около 500 000 подписей за Бабарика, мы были счастливы! Но мы не понимали, как далеко зайдет ваша поддержка. Когда после задержания Виктора Дмитриевича тысячи людей вышли на улицы
и стали в цепь солидарности, мы светились от гордости. Но мы не понимали, как надолго хватит вашего терпения и упорства. Прошел еще месяц, и мы вместе. Вы с нами. Вас стало еще больше. Большинство превратилось в абсолютное большинство. Я вижу, что любви, поддержки, упорства и терпения белорусов хватит, чтобы дойти до победы. У нас ведь получится! Мы сможем! Такие белорусы, как мы, невыгодны власти или режиму, как он сейчас сам себя называет. Такими белорусами сложно управлять. Таким белорусам сложно обещать и не выполнять свои обещания. Таких белорусов трудно держать в неведении. Такими белорусами нужно заниматься. От них сложно. Их сложно заставить каждое утро ждать в машине или в автобусе, пока проедут власти. Такие белорусы активны, им до всего есть дело. Они помнят, что это не они обслуживают власть, а наоборот. Мы же такие белорусы! Каждый пост, каждый разговор с коллегой, каждая активность, каждая ваша идея – все не зря. О нас пишет целый мир. О нас начали снимать передачи и фильмы. Нас показывают в новостях. Нас – это народ, которому не все равно, как жить. Мы очень долго думали, что мы бессильны, потому что нам очень долго это внушали. Но единственное, в чем оказалась реальная сила, это в нас самих. В чем сила, друзья? В нас! В ком сила, друзья? В большинстве стран президента выбирает народ. Нам же приходится бороться за свое право выбирать. Разве это нормально? Еще недавно мы все говорили, все равно ничего не изменится. Люди не ходили голосовать, потому что думали, что все равно ничего не изменится. Люди не спорили, потому что думали, что все равно ничего не изменится. Люди не показывали власти, что они народ, потому что думали, что все равно ничего не изменится. Разве мы так думаем теперь? Разве теперь вы думаете, что все равно ничего не изменится? Теперь мы все и каждый из нас говорит: я могу все изменить! Я могу все изменить! Я могу все изменить!
То, что сейчас происходит здесь с нами, это не грустно. Это сильно и вдохновляюще. Это лето. Это самое важное лето в жизни каждого из нас. С этого лета начались перемены. Перемены, друзья! Перемены случаются не сразу. Перемены – это процесс, от которого мы все можем получить удовольствие. Ничего не заканчивается, все только начинается. Мы изменились, и это навсегда. Любим, можем, переможем. Любим, можем, переможем. От второй истории, которую я хочу вам рассказать, друзья, у меня все еще перехватывает дыхание. Она про любовь, уважение, свободу и чувство собственного достоинства. Виктор Дмитриевич, родной, теплый человек, добрый человек, умный, влюбленный в Беларусь, в белорусов. 1,5 месяца в камере. 1,5 месяца в камере его сын. Они бодрятся, улыбаются, передают нам всем приветы и ждут. Они надеются, что победит добро и справедливость. Надеются, что 1,5 месяца не превратятся в годы, как 5 лет превратились в 26 для страны. Утром, когда его арестовали, я плакала. Все спрашивали, понимал ли Виктор Дмитриевич, что его могут арестовать. Когда страной управляют силовики, могут арестовать кого угодно. Вчера человека, который хотел стать президентом, сегодня человека, который хочет за него поручиться. Завтра всех белорусов за то, что у них есть свое мнение. Разве это нормально? Разве мы будем это терпеть? Только это ведет не к краху свободы, это ведет к краху режима. В этой стране, в нашей Беларуси, никто не чувствует себя в безопасности. Ни те, кого хватают на улице, ни те, кто хватает нас на улице. Из Беларуси годами уезжали талантливые, умные, хорошие люди. Но сейчас
Люди не хотят уезжать, они хотят бороться за свои законные права. Они хотят выходить, стоять, писать, говорить, голосовать, наблюдать, выражать, долбить, 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 долбить эту власть. Я помню гул улиц в тот день, звук сигналов автомобилей, красивых и свободных людей, не согласных с унижением от власти. Вечером я снова плакала, но уже от гордости и вдохновения. Я видела людей, которые не боятся физически. Мы змаглі падключыцца на даволі працяглы час на плошчу Бангалор на мітынг, дзе выступалі спачатку Святлана Ціхановская і зараз працягвае выступаць Марыя Калеснікава. Вось пазней яшчэ будуць іншыя выступленні, Вераніка Цапкала і іншыя канцэрты яшчэ працягнецца. Ужо 3 гадзіны адбываецца гэты мітынг і, на жаль, перарвалася сувязь і мы не можам падслухаць, але пры магчымасці зноў падключымся, не перарывайцеся, заставайцеся за свабодай. Але яшчэ былі даволі важныя выступы сёння сваякоў палітвязняў, якія зараз адбываюць пад следствам, знаходзяцца ў следчым ізалятары, у прыватнасці і Мікола Статкевіч, і Павел Северинец, і Віктор Бабарыка, і Эдуард Бабарыка. Давайте паслухаем адну з выступоўцаў, якая звярнулася да плошчы, што сабралася на плошчы Бангалор у парку Дружбы народаў. Гэта, выбачаюся, вярнулся сигнал. Давайте послушаем Марию Колесникову. Количеством людей они подходят ко мне на улице, в кафе, на пикетах, просто в городе. В одном из городов на прошлой неделе я разговаривала с учительницей. Обычная женщина, около 50. Простая одежда, красивые глаза, цветы со своей дачи. Она сказала, что не будет подчиняться приказам, не будет неправильно считать голоса, не пойдет на досрочное, не будет врать, если ее попросят. Я обняла ее и вернула ей цветы, потому что такие люди – наша надежда. Вы все наша надежда! У каждого из нас есть свой человек в госсистеме. Свой дядя, который ставит подпись против своей воли, чтобы его не выгнали из исполкома. Своя двоюродная сестра, которая считает голоса хуже, чем первоклассник, чтобы не лишиться работы в средней школе. Своя мама, которая идет на парад под угрозой увольнения. Свой младший брат, который из-под палки радуется разноцветному фонтану на празднике, чтобы оставаться работать на скорой. Пока мы боремся за свободу, свои люди идут голосовать против нее. Вы же все понимаете? Тихо и неловко говорят нам они. Мы понимаем, но мы хотим это исправить. Единственные люди, которые нужны этому режиму, это фальсификаторы, которые исполняют приказы. Сотрудники милиции, которые дают ложные показания. Судьи, которые этим показаниям не верят, но выносят обвинительные приговоры. Работники ЦИК, которые голосуют против регистрации, хотя на то нет никаких причин. Результат их работы налицо.
все, что сейчас абсолютный хаос и бардак, который мы с вами наблюдаем все эти годы. Но нам нужно перестать бояться. Нам нужно брать на себя ответственность за свое будущее и не ждать, что на пикеты придут другие люди, пока вы будете пить кофе в кофейне. Диктатура строится на страхе. Мы просим о честности каждого милиционера, ОМОНовца, судью, члена избирательной комиссии. Мы благодарим за честность тех, кто уже нашел в себе силы противостоять этой системе унижения и рабства. Мы восхищаемся вашей смелостью и ценим ваши поступки. Много неравнодушных белорусов готовы предложить и предлагают помощь, обучение и рабочее место тем, кто больше не хочет врать за 400 рублей в месяц. Вспомните историю фельдшера из Лиды, который честно высказался о коронавирусе и реальном положении дел в его городе. Павла уволили, но за несколько часов белорусы собрали ему его годовую зарплату, потому что в отличие... Потому что, в отличие от действующей власти, нам нужны честные и порядочные люди. Мы благодарны вам за то, что вы нас учили. Мы благодарны вам за то, что вы любили наших детей. Мы благодарны вам за то, что вы нас охраняете. Только система, которая делает из вас рабов, неблагодарна. Время выдавливать из себя рабов. Вы талантливы, умны, и вы должны быть свободны. Мы вместе и вместе победим! Режим может справиться с площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И у режима остается два пути. Либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, которое противостоит большинству, без всех этих обвесов, палаток и циков. Но на первое нужна смелость, а на второе нужны деньги. Ничего этого у режима нет. Почему необходимо голосовать за Светлану Тихановскую? Светлана сильная и героическая женщина. Это наш билет в счастливую и свободную Беларусь. Победа Светланы – это гарантия нашего освобождения. После победы Светланы Тихановской на выборах мы проведем честные и открытые выборы.
где смогут принять участие все кандидаты. И Виктор Бабарико, и Валерий Цепкало, и Сергей Тихановский, и все остальные. Выборы, на которых наш голос посчитают, а не выбросят в урну. Друзья, вы невероятные! И вы заслуживаете лучшей жизни. Ни в коем случае не голосуйте досрочно. Никто не имеет права вас к этому принуждать. Это незаконно. Руководители, которые заставляют работников голосовать досрочно, помните, любой ваш сотрудник напишет заявление в прокуратуру, и вас будет ожидать большой штраф. Приходите на участок 9 августа. Голосуйте за Светлану Тихановскую. Защищайте свой голос, и вместе мы победим! Мы вас любим, и вместе у нас все получится. Мария Колесникова! Дорогие друзья, мы рады приветствовать представителя штаба Валерия Цепкало, его очаровательную супругу Вероника Цепкало! Микрофон. Это вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Минск! Это невероятно. Такое количество людей. Вы сила, мы сила. Эта неделя оказалась для меня сложной. Неделя, господи, что я уже говорю? Эти пару месяцев оказались для нас очень-очень непростыми. Как вы уже поняли, сегодня мы делимся с моими боевыми подругами, со Светланой, с Марией, своими личными историями. Потому что мы троем родились и выросли в этой стране. И, конечно же, у каждой из нас количество историй, наш жизненный опыт. Первую историю, с которой бы я хотела начать, для меня она самая сложная, для меня она самая трагическая, и для меня она боль. Это история моей матери. Извините. Спасибо. Мы родом из Могилева. И моя мать прошла путь от простого сотрудника до руководителя компании, до руководителя банка, до руководителя, заместителя горисполкома и так далее. Она занимала абсолютно разные должности, но она вышла с абсолютно простой семьи. Мои бабушка и дедушка были рабочие на Могилевском металлургическом заводе. Хотя моя мама была очень занята, потому что она занималась карьерой, она занималась тем, что помогала огромному количеству могилевчан. Она всегда находила время на меня, на мою сестру Наташу. Она была самой лучшей мамой, она была нам самым лучшим другом, она была нам советником, она всегда находила время, чтобы нас обнять, поцеловать, поговорить и просто побыть вместе.
Моя мама, я забыла сказать, что она работала также вместе с нашим действующим президентом Лукашенко. В то время он работал депутатом. И они были хорошо знакомы, они вместе работали. Когда пришла эта власть, когда пришел действующий президент к власти, естественно, любой работающий человек в этой стране, любой человек, который хоть что-то достиг в этой стране, всегда найдется, за что его посадить, всегда найдется, что ему сфальсифицировать, всегда найдется, что он в чем-то виноват, всегда. И моя мать была не исключением. Мою матери на тот момент, извините, это очень непросто мне говорить, это личная ситуация, которой я много лет меня. Когда власть пришла, когда действующий президент пришел к власти, они сфабриковали дело против моей матери. Но я забыла упомянуть, что на тот момент, когда они сфабриковали дело против моей матери, она уже была очень тяжело больна. У нее была 3-я стадия рака. И ее арестовали прямо в больнице, ее взяли под стражей прямо в больнице. Нас с моей сестрой долго не пускали. Она ведь находилась под арестом в онкологическом диспансере. Но после многих дней уговоров, просьб, мольб, потому что мы молили каждый день увидеть свою мать, эта власть над нами сжалилась. И они пустили меня с моей сестрой к матери. То, что я увидела тогда, перевернуло всю мою жизнь, перевернуло всю мою душу. Я зашла в палату, где сидели 2 надсмотрщицы, а моя мать лежала на полу, на голом полу, прикованная к батарее. И тогда она была прикована к батарее той рукой, которая у нее была прожжена до кости химиопроцедурами, химиотерапией. И тогда, в тот момент, я увидела и поняла, что настоящее лицо этой власти. Я увидела 20 лет тому назад, кто они, что они делают и почему они до сих пор в нашей стране. Я часто... Позор этой власти, позор! Позор! Они действовали по его приказу, позор! Как я и сказала, в тот самый момент половина моей души, половина моего сердца умерла навсегда. И спустя 20 лет я вижу эту картину, лежащую мою мать на голом полу, прикованную к батарее, больной рукой. Как вам не стыдно, власть? Как можно издеваться так над своим народом? Вы знаете, я очень часто и много разговаривала со своей матерью. И мне запомнился всего лишь один совет, который действительно я пытаюсь придерживаться его по сей день. Она мне всегда говорила, независимо ни от чего, всегда оставайся человеком, всегда делай добро, потому что это добро вернется к тебе в 100 крат. Всю жизнь я стараюсь следовать этому совету. И сейчас я думаю, что мы все делаем доброе дело. И сделаем доброе дело для Беларуси, если изберем нормального нового президента. Вторая история связана с моими детьми. Как вы знаете, в этой стране мы привыкли к хамству, мы привыкли к унижениям, мы привыкли к оскорблениям, которые мы каждый день слышим по нашему телевидению, по государственным средствам массовой информации. Нас называют мошенниками, нас называют шелудивыми, нас называют хряками.
Белорусских женщин называют свиноматками. Наших детей обзывают разными словами. Нас, матерей, не уважают, нас, матерей, унижают. Нас в этой стране ни во что не ставит действующая власть, и Конституция в этой стране даже не под женщину. Позор, позор. С моим супругом мы ждали наших детей не 1 год. И Господь нас услышал, послал нам 2 замечательных мальчиков, 2 ангелочков, 2 наших родных сердечек. И что говорит действующая власть? Действующий президент называет моих детей мертворожденными белорусов, будущее этой страны. Да как ему не стыдно? Мы радуемся каждому достижению наших детей. Мы хорошие родители, мы растим наших детей в любви и в заботе. Каждое свободное мгновение мы проводим с нашей семьей. И что мы слышим с экранов? Что мы свиноматки, что наши дети мертворожденные, никакого уважения. Хамство, хамство, хамство. Мы устали от этого. Так, нам нужен врач за сцену. Приглашаем врача за сцену. Карета скорой помощи находится сразу за белой палаткой рядышком. Будьте добры, врача. Мы можем продолжать? Там все в порядке или нет? Все? Хорошо. Я надеюсь, там врач помогает. Я прошу прощения, что я такая эмоциональная, но на самом деле для меня это вопрос семьи, эта власть затронула мою семью лично. Но наша действующая власть и на этом не остановилась. Они стали использовать более мерзкие способы. Наш президент, вернее, он отправил правоохранительные органы в школу, где учатся мои дети, и начали собирать информацию про моих детей и про меня как мать. Какая мать я, насколько я хороша, провожу ли я время со своими детьми. Но самое обидное в этой истории, самое больное в этой истории в том, что больше всего информации начали собирать против одного из моих детей, который очень привязан ко мне эмоционально. Ребенок, который засыпает у меня на груди, который просыпается у меня на груди. И каждое утро и вечер он говорит: мама, я тебя люблю. И именно против этого ребенка он начали действия. Позор, в какой стране мы живем? Что вы делаете с нами? Вы используете самые низкие, самые позорные методы. Позор, позор. Нас давят самым святым, что у нас есть, нашими детьми. Именно поэтому я так же, как и Светлана, мы вынуждены были вывести наших детей за территорию Республики Беларусь. Сколько это беззаконие будет продолжаться? Сколько этот беспредел будет продолжаться? Вы не устали от всего этого? И мы устали. И мы хотим перемен. Перемен! Перемен! Перемен!
И, наконец, третья история. Мы за последние 2 месяца очень много ездим по Беларуси. Мы посетили много областных центров, мы посетили много районных центров. И одна история меня очень впечатлила. Это было в небольшом городе, который мы посещали с моим супругом, Валерием Цыпкало. Ко мне подошла женщина преклонных лет. И она мне рассказала свою историю, что она одна воспитала 3 детей, 3 сыновей. Муж ее давно умер. Но дети выросли, не смогли найти себя в этом населенном пункте, потому что это маленький город. Они пытались уехать в Минск, в Минске ничего не получилось. Поэтому они приняли решение и уехали из Беларуси. Так как это сделало 750 тысяч граждан, наших граждан, за последние 25 лет режима. Она мне когда я у нее спросила, а почему вы здесь, почему вы не хотите уехать к своим детям? Ведь ваши дети там, они уже не здесь. Она со слезами на глазах мне сказала: я родилась в этой стране, я хочу жить в этой стране, я хочу умереть в этой стране. У меня похоронены здесь родители, муж, у меня огород. Я хочу, чтобы я была похоронена в белорусской земле. И следующие слова просто убили меня. Со слезами на глазах она сказала: сделайте так, чтобы мои дети вернулись. Сделайте так, чтобы наша молодежь больше никогда не уезжала. И мы хотим перемен. Мы не хотим, чтобы Беларусь каждый год теряла 40 тысяч граждан. Мы хотим здесь жить. Мы хотим растить детей в Беларуси. Можем, переможем, любим, можем, переможем, любим, можем, переможем. 3 августа действующий президент будет обращаться с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Как гражданка Беларуси, и я надеюсь, вы как граждане Беларуси, я бы хотела от действующей власти получить ответы на следующие вопросы. Почему Беларусь, которая 25 лет тому назад рассматривалась как страна, имеющая наибольший потенциал в СНГ Европы, сейчас превратилась в 2-е по бедности в государство? Почему? Почему зарплаты в Беларуси стали меньше, чем пенсии в соседних государствах? Почему? Почему из нашей страны каждый год уезжает такое количество людей? Почему? Почему в нашей стране упала рождаемость? Вы знаете, что в 2019 году Беларусь побила очередной антирекорд. В 2019 году в Беларуси родилось столько детей, сколько родилось в 1945 году, когда вся наша страна лежала в руинах и когда погиб каждый 4-й белорус. Почему? Почему в нашей стране уничтожают парки, скверы, детские площадки в интересах иностранных застройщиков? Почему? Почему в нашей стране, в Минске конкретно, в нашем городе, самые дорогие и самые лакомые куски земли отдают бесплатно приезжим иностранцам, а белорусам, чьи отцы и деды проливали кровь на этой земле, мы должны покупать эту землю и недвижимость за деньги? Почему в нашей стране нарушаются базовые права человека, такие как митинги, право на свободу слова, а главное, право на честные, прозрачные и демократические президентские выборы? Почему? Почему
В наших бедах виноваты все, кто угодно. Россельхознадзор, комиссар ЕС, Госдеп США. Почему все вокруг виноваты, кроме нас самих? Почему? Почему мы наших партнеров, наших соседей, друзей постоянно поливаем грязью? Мы слышим много грязи про Польшу, про Россию, про балтийские страны. Почему? Почему наша страна на фоне развития наших соседей и успехов наших соседей падает в экономическую пропасть, а народ становится все беднее и беднее? Почему? И таких вопросов у меня много к действующей власти. Мы надеемся, что 3 августа мы получим ответ на эти и другие вопросы. Гань. 100 лет тому назад Янка Купала сформулировал нашу мечту – называться народом. Прошло 100 лет, а наша власть, которая живет за наши деньги, до сих пор называет нас народицем, либо народишком. А мы-то, белорусы, мы люди! В нашей стране богатая история, богатая культура. Мы хотим жить на этой земле. Мы не хотим уезжать. Мы не хотим эмигрировать. Мы хотим растить детей в мирной, богатой и безопасной стране. А вы этого хотите? Уважаемый президент, мы дали вам 26 лет, чтобы наш народ стал жить лучше и богаче. Но вы с этим не справились. И сейчас мы хотим перемен. Вы хотите перемен? Итак, что мы можем сделать, чтобы наконец-таки в нашей стране произошли перемены? Первое. Все вместе приходим на выборы 9 августа, лучше во второй половине дня, и голосуем за Светлану Тихановскую. Второе. Нет предварительным досрочным выборам. Как моя соратница Мария сказала, по закону никто не имеет права вас заставлять. Это наказуемо законом. Поэтому, если вы работаете на госпредприятии, и ваши руководители вас пытаются заставить, знайте, вы всегда имеете право отказаться. Нет досрочным выборам! Нет досрочным выборам! Третье. Регистрируйтесь в качестве наблюдателей. Чем больше будет наблюдателей, чем больше будет простого народа на избирательных участках, тем тяжелее им совершить фальсификацию. По возможности регистрируйтесь в качестве наблюдателя.
Породу, породу, свободу, свободу, свободу. Ознакомьтесь все с инициативой «Честные люди». Вам потребуется 10 минут, чтобы прочитать, узнать, что это за инициатива. Регистрируйтесь в платформе «Голос». На сегодняшний день это онлайн-платформа, которая доступна с мобильного телефона, через мобильное приложение, либо с вашего компьютера. Это онлайн-платформа, которая позволит нам посмотреть, какое количество наших граждан проголосует во время выборов, а также за кого они проголосуют. Я обращаюсь к нашей молодежи. Пожалуйста, помогите старшему поколению зарегистрироваться на платформе «Голос». Это делается элементарно по номеру телефона. Пожалуйста, помогите им разобраться. Мамам, бабушкам, дедушкам, друзьям старшего поколения. Последнее. Еще одна инициатива, которую запустили «Честные люди», которая называется не выходит. На жаль, спыняецца Все больше и больше белорусов подключается. в валях, калі выступае Вероніка Цапкала. Мы паспрабуем яшчэ аднавіць сігнал, знайсці магчымасць даслухаць гэты выступ. Вось, не ведаю, ці удасца, ці не. Вось, але тым не менш хочу сказаць, што яшчэ было даволі шмат іншых важных выступаў. Святлана расказала пра лёс сваёй сям'і і выпадак, які здарыўся у яе сям'і 20 гадоў таму, пра які мы не ведалі, з яе маці, якая хварэла на рак, і 20 гадоў таму па сфабрыкаванай паводле Святланы справе яе затрымалі проста ў шпіталі. Яна таксама адказала на выпады Александра Лукашэнкі на іх адрас, калі ён выказваўся недвусэнсоўна на адрас сваіх канкурэнтаў, у тым ліку і Валерія Цапкала. Валерій Цапкала зараз знаходзіцца за мяжой, як і дзеці Валерыі Цапкала. Таксама ж за мяжой знаходзяцца дзеці Святланы Ціхановскай. Вось, пакуль мы не змаглі наладзіць гэты сігнал, я хацеў бы, ёсць все-таки ёсць, давайте вернемся яшчэ, можа быть, паслухаем. Не, на жаль, няма сігнала, есть толькі гукі. Вы заставаетесь, калі ласка, на нашым стриме, на стриме Радио Свобода. Мы працягваем свой рэпартаж і ў жывым эфіры, і таксама ў рэпартажы, у запісе некаторыя выступы мы хочам вам паказаць. Калі ласка, хочу зараз пытаць, ці можам мы паслухаць адну са сваячак з тых палітвязняў, якія сёння выступалі на сцэне на плошчы Бангалор, на гэтым вялікім мітынгу, які сабраў... Не, мы все-таки аднавілі. Давайте завершим, паслухаем, што на мітынгу, с чем завершается промовы. У нас нет? Есть. Наверное, просто начинать. Просто начинать. Добрый вечер, Минск. Меня зовут Светлана Тихановская. И я кандидат у президенты Республики Беларусь. Я иду у президенты не деля себе. Я иду у президенты деля своего мужа, деля своих и ваших детей, деля вас усіх.
Таким чынам мы зараз змаглі паглядзець частку запіса выступу Святланы Ціхановскай, калі яна толькі прыйшла, гэта было каля гадзіны таму, так, нават больш гадзіны таму, яна звярнулася адразу на беларускай мове, расказала гісторыю свайго мужа, сваёй сям'і, знаёмства і чаму яна пайшла ў гэтую кампанію. У гэты момант нам не ўдаецца аднавіць сувязь і каб паказаць, што зараз адбываецца на сцэне парку дружбы народаў на плошчы Бангалор. Ну, але асноўныя выступы кандыдаткі Святланы Ціхановскай і яе сябровак з аб'яднанага штабу Марыі Калеснікавай і Веранікі Цыпкалы вы ўжо пачулі. Але былі яшчэ на гэтым мітынгу і іншыя, не менш важныя, на мою думку, выступы сваякоў палітвязняў, тых 25 чалавек, якія адбываюць зараз пад следствам у следчых ізалятарах Менска, і ў тым ліку і Павел Северынец, і Мікола Статкевіч, і Віктор Бабарыка. Ну, давайте хотя бы одному человеку дадим магчымасць, каб вы пачулі. Пачуйце, калі ласка, Александру Зверову, яна дзяўчына Эдуарда Бабарыкі, які знаходіцца ў следчым изоляторе КДБ. Все больше и больше белорусов подключается во всем мире, чтобы смотреть нас, слышать нас в прямом эфире. Еще раз просим тех, кто только что прибыл, поставьте на некоторое время свои мобильные устройства в авиарежим, чтобы стримы, онлайн-трансляция доходили до любой точки, как Минска, страны, так и мира. Ну а теперь переходим к любви. Мы продолжаем тему любви, и сейчас выступит человек, который так же, как и мы с вами, за честные и справедливые выборы, за свободу политзаключенным. И самое главное, человек, который борется за освобождение своей любви. Очень приятно, что на эту сцену выходит замечательная, хрупкая, красивая, талантливая девушка. О своей любви, о своих переживаниях она расскажет сама. Давайте горячо ее поприветствуем. Александра Зверева! Александра Зверева! Саша, теперь всем стало любопытно, кто же твой возлюбленный, да, что мы с такой патетикой столько внимания тебе. Интрига! Да, интрига, расскажите сами. Здравствуйте. Я в первую очередь хочу сказать огромное спасибо вам, потому что, несмотря на все дела и заботы, вы здесь все сегодня стоите. И я заранее хочу попросить у вас прощения за то, что я чуть-чуть буду посматривать на бумажку, потому что я очень боюсь упустить что-то важное. Меня кто-то зовет. Я не знаю, куда смотреть. Я надеюсь, что в толпе мои друзья, они как раз надо мной только что издевались, потому что знают, что публичное выступление это не мое. Многие меня не знают, я девушка Эдуарда Бабарика. Спасибо большое. Эдуард сын Виктора Бабарика, который в этом году выдвинул свою кандидатуру и вскоре был задержан. Как вы знаете, Эдуард был задержан вместе со своим отцом. Я еще, простите, я еще совсем недавно работала, спасибо вам огромное. 3 слова про меня. Совсем недавно я работала менеджером проектов. Мой самый огромный страх, один из, по крайней мере, это страх публичных выступлений. Поэтому, если бы кто-то месяц назад подошел ко мне и сказал, что ты будешь стоять перед вот такой вот тысячной толпой, я бы сказала ни за что на свете. Есть такие чудесные слова, они принадлежат Антуану де Сент-Экзюпери. Если вы позволите, я их зачитаю. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями, у нас есть общая цель. И мы знаем по опыту, любить это не значит смотреть друг на друга. Любить это значит смотреть вместе в одном направлении. Я сейчас стою перед вами, и я понимаю, что всех нас объединяет одно и то же чувство – любовь. И если так, то бояться того, что я сейчас запнусь, а это обязательно произойдет, не стоит.
Мне сейчас кажется, простите, что я заплачу. Спасибо, что вы такие вот, какие вы есть. Я хотела бы рассказать немножечко про Эдика, потому что это человек, с которым я провела бок о бок 7 лет. Мы, в общем-то, встретились, и после этого почти ни на один день не расставались. И я не буду говорить, что Эдик идеален, он никогда не стремился казаться идеальным человеком. Но каждый день Эдик делал все для того, чтобы становиться лучше. У Эдика он никогда не мечтал о огромных деньгах, огромных проектах, яхтах и домах, но он всегда мечтал менять мир к лучшему. И эту мечту можно назвать романтикой или юношеским максимализмом, но я тогда предлагаю вернуться к Виктору Бабарико, к отцу Эдика, у которого это желание так и не пропало. Вы знаете, Виктор Дмитриевич, он всегда хотел для белорусов чего-то большего. Он не хотел, чтобы белорусы довольствовались малым. Он хотел, чтобы мы могли больше видеть, больше знать, чтобы мы могли получать помощь и поддержку, когда нам нужна, чтобы мы сами могли помогать людям, которым нужна помощь и поддержка. Именно поэтому в Беларуси появился крупнейший благотворительный фонд «Шанс». Спасибо. Именно поэтому в Беларусь вернулись, я надеюсь, никто не пострадал. Именно поэтому в Беларусь вернулись картины, прекрасные картины белорусских художников, и они вернулись на родину для вас. И их никто не пытался увозить. Я думаю, вы сами это понимаете. Вот именно для этого важного и большего каждый год проходил крупнейший международный форум театрального искусства «Теарт». Для этого был открыт культурный хаб ОК-16. И я думаю, что если вы спросите у всех людей, которые участвовали в этих проектах, которые над ними работали, важно ли это для них, нужно ли это им, и вы стоите сейчас вокруг людей, если вы спросите у них, что важнее, помогать детям или строить очередной ледовый дворец, я думаю, что ответ будет очевиден. А теперь я немножечко расскажу про Эдика. В 2015 году Эдик запустил платформу «Улей». Эта платформа помогала белорусам реализовывать очень-очень много крутых инициатив. Белорусы с помощью вашей поддержки издавали книги, ставили театральные постановки, открывали в Беларуси новые пространства, кафе. И все эти проекты меняли мир к лучшему. И все эти проекты были наполнены любовью. Потом появился проект «Мола-Мола». Если вы будете так вести себя, я привыкну, отсюда не уйду. Мола-Мола была особенной тем, что на ней запускались благотворительные проекты, именно на ней собирали средства, и вы все участвовали в этом. Мы собирали средства для врачей, которым государство не предоставило необходимых средств индивидуальной защиты. Это была огромная проблема, на которую государство просто закрыло глаза. И все, что не смогло сделать государство, сделали вы. Я говорю это потому, что вы очень-очень сильные, и вы намного сильнее, чем вам самим, возможно, кажется. Ввиду того, что меня часто представляют как часть семьи, недавно в своем письме Эдику я спросила, а имею ли я право представляться так сама, и Эдик ответил, что ты давно часть нашей семьи, поэтому я могу, наверное, сказать то, что я скажу, в той форме, в которой я скажу сейчас.
Я стою перед вами с одной стороны, как человек, чьи близкие пострадали от беззакония, которое творят власти, и страха. С другой стороны, я стою перед вами как житель Беларуси. Я люблю Беларусь. Я люблю белорусов, и в эту секунду я люблю вас больше, чем когда-либо. Это правда. И с каждым днем это чувство будет становиться только сильнее. Я совсем не хочу отсюда уезжать, и я очень-очень устала бояться. Но я всегда говорю о том, что нужно говорить только то, во что ты веришь. Поэтому я не могу призвать вас не бояться. Мне кажется, что вы читаете новости, вы видите, что происходит, и вы знаете, что вы, может быть, задержаны не только за то, что вы скажете где-то свое мнение, а просто за то, что вы будете идти по улице. Мне кажется, что наша сила не в том, что мы не боимся. Наша сила в том, что мы можем быть сильнее своего страха. И я знаю, что в ваших сердцах, как и в моем сердце, живет любовь. Вы любите своих друзей, и я люблю своих тоже, несмотря на все издевательства. Вы любите своих близких, вы любите своих детей, вы любите свою страну. Вы обязаны любить и уважать себя, потому что вы этой любви достойны. И я верю, что в итоге эта любовь окажется намного сильнее страха. И именно эта любовь подарит нам свободу и приведет нас к победе. Большое вам спасибо. Александра Зверева, верьте в любовь и надеемся, очень скоро Саша увидит своего любимого. Итак, любим, верим, переможем! Мы пришли сюда, чтобы быть услышанным, мы имеем право на законный митинг и на то, чтобы у нас были свободные, честные выборы. Это действительно так, и стоя сейчас рядом, в тот момент, когда Александра рассказывала свою историю, мы с Пашей вспомнили хорошие слова. Когда вместе, нам не страшно. Отреагируйте. Если очень интересно, слышно ли по периметру, потому что мы очень далеко, нас так много, что уже не всех видно. Вы слышите нас? Потому что сюда мы пришли, безусловно, чтобы увидеть и услышать кандидатов в президенты Республики Беларусь. Радіо Свобода працягвае стрым, свой жывы эфір, перадвыбарчы эфір з рэпартаж з мітынгу Святланы Ціхановскай у Менску. Гэта адзін з найбольш масавых мітынгаў, якія праходзілі ў Менску, ну хіба за апошнія 20 гадоў. А на гэтай плошчы, на плошчы Бангалор, у парку Дружбы народаў, дзе я шмат разоў розныя мітынгі глядзеў, дакладна не было столькі людзей. Паводле праваабаронцаў, якія на сваіх кантрольных пунктах праваабаронцаў вясны вялі падлік тых, хто прыйшоў на гэты мітынг, і па стане на 21:30 хвілін яны налічылі 34 тысячи чалавек. Мае калегі, якія зараз прыйшлі з пляцоўкі, якія працавалі на мітынгу, зазначаюць, што, канечне, не прыходзяць шмат людзей, таму што, відаць, не чуваць, немагчыма патрапіць там усім за гэтую загародку, якую зрабілі. Некаторыя адбылі некалькі гадзін і сышлі, таму што, ну, сапраўды, даволі працяглы час адбываецца гэты мітынг. На гэтым мітынгу, канешне, найбольш такі важны момант быў выступ Святланы Ціхановскай і яе паплечніц Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы.
Мы бачым, што на гэтым мітынгу шмат червона-белай сімволікі, але ёсць і дзяржаўныя сцягі. Ну і галоўнае хіба што гавораць мае калегі, і што мы бачылі у час гэтага стрыму, што няма фактычна ніякіх праблем, не ўзнікла ніякіх небяспекі. Вось. Ну, магчыма, таму, што была ахова, была праверка і все астатняе. Толькі аднаму чалавеку стала кепска каля сцэны. І тады выклікалі лекара і яму памаглі. А так фактычна пра нейкія іншыя інцыдэнты падчас гэтага вялікага мітынгу, які доўжыцца ўжо 4-ю гадзіну, нічога не было вядома. Апрача кандыдаткі на прэзідэнта і яе паплечніц, якія выступілі з агітацыяй за сябе, за яе і за магчымасць правядзення новых выбараў, былі на гэтай сцэне таксама і сваякі, родныя і блізкія тых людзей, якія не змаглі прыйсці на гэты мітынг, якія не змаглі паглядзець разам з вамі, шаноўныя гледачы, стрым радыё «Свабода». Хоць часткова мы былі і ў жывым эфіры, і паўтаралі толькі тое, што прагучала, як і зараз вы бачыце кадры, гэта гістарычныя кадры запісу. Зараз мы не маем сігналу з плошчы Бангалор. Дык вось гэтыя 25 чалавек, якія адбываюць пакаранне, альбо якія знаходзяцца пад следствам і знаходзяцца ў следчым ізалятары Менскага гарвыканкама і СІЗА КДБ ў Менску, яны не змаглі. Александр Фурманов, бацька Дмітра Фурманова. Выступили на этом митингу его который является соратником Сергея Фурманова, батька Дмитра Фурманова, які знаходится в следственном изоляторе, а мать якого Ольга и девчина якого Ольга Каракина протягивают голодовку. Задержан вместе с Тихановским, захвачен, можно сказать, насильственным путем, украден. Многие, наверное, знают эту историю. И сейчас находится под стражей. Я немного так коротко объясню или расскажу вам, как приходится родным сейчас, чьих детей задержали, незаконно задержали, ни за что. И как приходится бороться с нынешней властью и какой это дает результат. Первое. Когда нашего сына Дмитрия просто-напросто похитили гражданские люди, неизвестно как, куда увезли, мы, родители, безусловно, были очень обеспокоены. Вы знаете истории с пропажей людей. Когда мы обратились сразу же следом в органы внутренних дел, начиная от областного, кончая 2 районами, мы нигде не получили подтверждения, что наш сын находится или задержан органами. Где он, как он, что с ним, мы так и не нашли ответа никакого. Мало того, просто-напросто никто из этих органов не то что не обращает внимания, а с презрением относится к нашим вопросам и даже не собирается на них дать какой-то конкретный ответ. В этот же вечер я подал заявление в Ленинский УВД города Гродно о пропаже и хищении человека. Во-первых, никто это заявление не хотел принимать. Невозможно зайти в эти органы. Но с трудом, большим трудом сумел я это заявление подать, заставил их зарегистрировать его. И вы что думаете, я получил ответ, где мой сын? До сих пор жду. Прошло 2 месяца. После того, позор, конечно. Значит, после этого мы совершенно посторонних источников узнали, что он находится в Минске. Вот. Попытались найти какие-то следы, какой-то ответ, почему он задержан, что с ним собираются делать, что ему предъявляют. Безусловно, никто ничего не может ответить и не хочет ответить. Я был вынужден после недели вот этого испытания неизвестностью,
я был вынужден обратиться с открытым письмом-заявлением к нашему президенту. Я его заявление опубликовал, дал интервью средствам массовой информации, ну, конечно, независимо, и надеялся на какую-то реакцию. До сих пор какого-то вразумительного ответа или хотя бы вопроса, для чего я это сделал, что я этим хотел сказать. Я задал несколько вопросов, неудобных для президента. Я никакого реагирования на свое письмо заявление не получил. Следующий момент. Началось следствие. Следствие ведется уже 2 месяца. Следователи меняются, целая бригада следователей, всего их 30 человек по делу Тихановского по задержанию 29 мая. Целая бригада следователей меняется, то один, то другой, то пятый, то 10. Конкретного решения или конкретного обвинения, общее, надуманная какая-то уголовная статья, по которой любого из нас можно в любой момент задержать и задержать со стражей. Никакого решения по вот этому поводу нет. И не могу никак добиться ни от кого. Даже наш адвокат в защите нашего Дмитрия не может полностью ознакомиться с делом, потому что невозможно найти концов. В связи с этим, видя такую ситуацию, наша семья пошла на крайнюю меру. Мы объявили голодовку в знак протеста. Значит, дорогие друзья, мы, конечно, объявляя эту голодовку, конечно, не надеялись, что вот сейчас мы объявим и нашего сына освободят. Наша была, не то что задача, а мы хотели привлечь, во-первых, общественное мнение более широкое, а второе, мы написали уведомление о том, что мы начинаем голодовку во все очень серьезные инстанции. Только президенту лично не написали. В том числе и написали администрацию президента, министерство всевозможное. Короче говоря, очень много адресатов, куда мы послали наше уведомление. Начали голодовку мы. Воскресенье прошедшее. Сегодня 5-е сутки. И опять же, вы думаете, кто-нибудь из вот этих вот управленцев отреагировал? Или отрицательно, или положительно? Никакой реакции нету. Даже попросили медицинское обеспечение обеспечить нам нашу голодовку. И только сегодня, после нескольких звонков в больницу скорой помощи, уже маме Диме стало плоховато, они приехали. Я вам скажу, подходит к нам, наш адрес голодовки известен, Володарского 2. Многие подходят, простые люди, с сочувствием, с сопереживанием, с предложением помощи, конкретной помощи. Мы за это просто очень благодарны. Мы изначально как-то были, очень у нас было тревожное настроение, паническое. Нужно ли это вообще, не нужно? Нам нужно было спасать сына. Мы хотим спасти нашего сына от этого произвола. И когда мы увидели, что большинство, очень большое, Спасибо. Когда мы увидели отношение простого народа, все-таки центр города, прошла информация о том, что мы там находимся.
Вот, и простые люди подходят с конкретной помощью, с конкретным сочувствием, соболезнованием. Светлана Тихановская дважды нас посетила, приободрила нас, ей большое спасибо. И всем... И всем честным гражданам, которые прониклись к нам сочувствием, повторяю, мы очень благодарны. На данный момент мы продолжаем нашу голодовку. Результата пока не видим, но я думаю, все равно движение вот это пошло, и оно даст какой-то результат. Я, пользуясь моментом, находясь на этой трибуне, вижу столько много лиц, которые поддерживают нас. Хочу обратиться со следующим. Первое. Обращаюсь к молодежи, потому что я вижу в основном молодые лица, озаренные надеждой, красивые, лучистые. И к нам подходят многие ребята, активисты, и в ночное время с нами дежурят, помогают. И я просто к молодежи обращаюсь, не останавливайтесь. Ребята, у вас в ваших руках будущее нашей страны. Не надо уезжать сейчас. Ребята, не надо сейчас покидать страну, искать лучшей доли. У нас страна замечательная. Просто Ми послухали зараз виступ Володимира Фурманова, батьки політв'язня Дмитра Фурманова, який зараз знаходиться у Мінському слідчому ізоляторі номер 1. Ні, пробачте, ён уже адтуль його перавезли у Жодзінскі ізолятор, у турму номер 8, а каля Мінськага слідчага ізолятора ягоная маці Вольга і ягоная дзяўчына Вольга ўжо хіба двое сутак вядуць галадоўку, патрабуючы вызваліць яго, а таксама ўсіх іншых палітвязняў. Маці Вользі Фурмановай сёння стала блага, выклікалі лекараў, вось памерылі ціск 100/60, у яе быў ціск, і лекары паралі ёй спыніць эту галадоўку. Вось. Ну, это адна з дэталяў таго, пра што мы не маглі, можа быць, вам расказаць, але гэта важна у часе выбарчай кампаніі, як она адбываецца, што не толькі мітынгі, выступы, але таксама і галадоўкі, а таксама і адбыццё пакарання у следчым ізалятары, а таксама і хіба важнейшая палітычная падзея гэтага ўчарашняга дня – гэта затрыманне 33 баевікоў так званай групоўкі Вагнера, якія каля Менску знаходзіліся ў санаторыі «Беларусачка» і якія, паводле беларускіх уладаў, нібыта прыбылі ў Беларусь для таго, каб стварыць нейкія праблемы падчас выбарчай кампаніі, дэстабілізаваць сітуацыю і нават, як сказаў сёння сакратар Рады бяспекі Раўкоў, нават іх падазраюць у падрыхтоўцы да тэрарыстычных актаў. Гэта з'яўленне гэтых і арышт гэтых паслужыла для таго, каб узмацніць захады бяспекі, у тым ліку падчас выбарчай кампаніі, у тым ліку і на сённяшнім мітынгу, з якога мы вялі стрым, які мы паказвалі цягам ужо амаль 3 гадзін. На жаль, былі складанасці з сігналам, мы не маглі весь час ужывую паказваць, што там адбываецца на галоўнай пляцоўцы. Нашы карэспандэнты записывали репортаж, и мы повторали это в эфире уже как репортаж, альбо як Антону Трофимовичу з вулицы Сургана удавалося 2 гадзіны размаўляць з рознымі людзьмі. І гэта таксама важная частка нашага рэпартажа, каб вы пачулі нашыя галасы. У нас яшчэ ёсць магчымасці паказаць нейкія іншыя кадры, як закончыўся, бо гэтыя хвіліны хіба ўжо заканчваецца гэты мітынг-канцэрт на плошчы Бангалор. Вось, ці ўдасца нам яшчэ до конца нашего эфиру показать, як... Можа быць, тут знаходзіцца, што вы пра гэта думаеце? Конечно, чулі. Які там спеў, якія лозунгі яшчэ прагучалі? Што вы думаеце пра гэтыя заявы? Ну, верится слабо. А чаму? Нет, наверное, доверия к СМИ таким белорусским проправительственным. А ці пойдзеце на выбары, ці ўжо вырашылі? Конечно, ходим.
А ранее ходили? Ці тут перший раз будет? Ходили. За кого голосовали ранее, как не секрет? Я не вспомню кандидатов с прошлой предвыборной кампании. Дякую вам великих. Поспіхов. Розмовляли ми вже тут не з одним удільником этого мітингу, і люди переважной большасці кажуть, що обов'язково пойдуть на вибори сёлета. Ось і серед їх є нават ті, які раніше не ходили. Звичайно, однак ось сёлета вирішили це все ж таки зробити. Ось бачите, вийшов вже доволі далеко від сцени, кілька людей, і вельми шмат стоїть людей за огороджей. Прошу оператора показать, что есть люди, которые вырашили не проходить этот контроль, догляд. Милицейские, которые стоят за металличным плотом и оттуль назирают за тем, что тут отбывается. Мы зараз подойдем, я сейчас бачим, тут такий уже своеособлівий пикник, можно сказать, организовался. Добрый день, можно с вами поговорить? Радио Свобода. Скажите, как ласка, чему вы сегодня тут находитесь? Хотели бы каких-то перемен и ощутимых перемен в нашей стране. Ну что еще? Говорить? Говори. Просто наши дети, мы считаем их тоже политическими, потому что наших детей когда-то посадили по 328 статье, это наркотики. В те года, 14, 15, 16, их просто массово эшелонами гнали в колонии. И мы считаем, что это неправильно. То есть не было разбирательств, ничего. И мы сюда пришли, чтобы, если выбрать нового президента, чтобы он все-таки понял, что было в нашей стране. То есть молодежь всю загнали в колонии. Это неправильно. Вы належите до этого руху Матули 328, так? Мы сами по себе. В принципе, да. Як ви думаєте, ось ви говорите про нового президента, це переміни реальні у цьому годі, або ні? Реальные ли перемены? Мы надеемся, во всяком случае. Лариса, хочешь сказать что-нибудь? Нет? А ранее вы ходили на такие выборчие митинги, на политичные, альбо первый раз? В этом году первый раз. Раньше нет, раньше не ходили. Дякую велике вам. Люди со своими проблемами так само тут приходят и сподіваються, що сёлета відбудуться перемены і допоможуть вирішити їм і їх власні сімейні неприємності. Пробираемся мы тут праз глибоку траву. Це ми бачимо репортаж з мітингу, який зробив Олесь Пілецький, розмовляв з людьми, вони виказувалися, чому вони прийшли, за кого вони хочуть проголосувати, що відбувається в Україні, робили такі оцінки. Сам мітинг на площі Бангалору вже скончився 10 хвилин тому, і люди почали масово розходитися, здається, все без ексцесів. А тим часом ми отримали відео з тим, яким чином закінчився цей мітинг. Давайте поглядимо і оцінимо, яка атмосфера там панувала. Девушки, это от всех. От всех в этом парке, от всей нашей страны. Под ваши аплодисменты! Так, достаем все, фонарики зажигаем, кто этого еще не сделал, чтобы видно было со стратосферы и из космоса. Невероятная картина! Люди, вы действительно невероятные! Вместе мы победим! Дорогие друзья, сейчас хочется пригласить на эту сцену замечательных музыкантов Александр Кис и Сергей Космос.
записать вместе с Сергеем Тихановским песню «Стены». Привет, Минск! Привет, Беларусь! Гомель, Гродно, Могилев, Витебск! Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. Если мы их не разрушим, то заживо здесь сгнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, рухнут, обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Руки мои морщина, всего прошло лет, а сил все меньше и меньше, а стенам их сносу нет. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, обещавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если ты надавишь вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Деда давно не слышно, твой ветер его унес, но мы с ним стоим все так же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Нам старики объясняют, что стенам вечно стоять, что нам ничего не поделать, и надо терпеть и молчать. Эта история длится тяжелых 26 лет, и чтобы поставить в ней точку, есть только один ответ. Эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, обещавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, обещавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно мы вздохнем. То стены рухнут, и свободно мы вздохнем. Спасибо всем! Вы самые лучшие! Самые-самые!
Друзья, стены рухнут только если мы будем вместе. Давайте быть вместе! Спасибо, Александр Ким, Сергей Космос. Огромное спасибо музыкантам и еще раз аплодисменты. Светлана Тихановская! Наши аплодисменты нашим главным звездам. Такое количество белорусов, пришедших услышать белорусов, это рекорд. Мы гордимся сами собой. Мы белорусы! Действительно, друзья, история... Ну, Олександра, як ураження у тебе? Де більш сподобалося? Тут у Мінську чи в інших городах? Слухай, ну я колись, по-моему, у Борисові порівняла Світлану Тихановську з рок-зоркою. Ну, сапраўды, гэта така атмосфера нейкага бомбічнага абсолютно рок-концерта, знаешь, на 30-50 тысяч человек. Вот менавіта такі дух тут адчуваецца. І я думаю, што людзей было вельмі шмат, тому што ну, вот это рэха, якое ішло паўз увесь гэты, усю гэтую супольнасць людзей, оно было вельмі далёка. І, конечно, асабліва, калі вот крыш, вот цяпер жыве Беларусь, ну шмат людзей. Ну, у мяне ўражанні падобныя, і, напэўна, гэта ўвогуле самы масавы мітынг, ну, напэўна, нават большым за 10 год апошні. Ведаю ад арганізатараў, ад прадстаўнікоў штабу, што гэта не апошні такі мітынг выбарчы ў Мінску, што ў нас, напэўна, яшчэ ў бліжэйшы час яшчэ чакаюць. Тут паглядзім, што будзе. Так, яны нават хочуць зрабіць нейкую абвестку, але мы ведаем ужо па апублікаваных планах штаба, што яны накіроўваюцца у Берасцейскую гарадзенскую вобласць. Заўтра гэта Ліда Маладэчна будзе, дакладна будзе Берасці, дакладна неўзабаве будзе Горадня і таксама бліжэйшыя гарады, якія ёсць у Берасцейскай і гарадзенскай абласцях. Яшчэ што хочу заўважыць, што мяне ўразіла, кожны раз мы адзначаем, як мяняецца Святлана, і кожны раз здаецца ўжо... А давайте послухаем, што там Святлана кажа, нейкія абвесткі. Посадили после провокации, я осталась совершенно одна. И рядом со мной появился человек, которого я не видела никогда в жизни, но который, как никто другой в тот период жизни, поддержал меня. И у этого человека сегодня день рождения. Он сидит на Володарке. Но я хочу, чтобы вы сегодня от души поздравили его с днем рождения. Александр Кабанов, с днем рождения! Сёння дзень народзення Александра Кабанова, які быў координатором штабу Святланы Тихановской, быў яе прэс-сакратаром да свайго арышту і затрымання. Так і ён сярод іншых палітвязняў зараз знаходзіцца у зняволенні. Напэўна, будзем развітвацца з нашымі гледачамі, і я таксама анансуем, што ў бліжэйшыя дні кожны дзень фактычна ў нас запланаваныя чарговыя стрымы. Заставайтеся з намі і сачыце абавязкова за нашымі страмамі. Дзякуем вам за тое, што сёння ўвечары былі на нашым YouTube-канале. Дзякуй, заставайтеся са свабодай, сачыце за нашымі выбарчымі стрымамі. Вы не представляете, как это для меня важно. Александра Дынько і Алесь Пілецкі развіталіся сённяшні вечар пасля 4 гадзінаў упорнай працы, даволі складанай працы, таму што былі праблемы з сувяззю, і яны працавалі 4 гадзіны для вас, а таксама яшчэ іншы мой калега Антон Трафімович дапытваў, распытваў людзей, іх уражанні, яны дзяліліся ў жывым эфіры цягам гэтага вялікага і, відаць, аднаго з самых значных мітынгаў падчас выбарчай кампаніі. І, відаць, падчас апошніх 20 гадоў паводле падлікаў праваабаронцаў было 34 тысячы чалавек прайшлі праз іх кропкі падліку. Тым часам мы завершаем свой эфір, хоць працягваецца выбарчая кампанія. Сачыце за абнаўленнямі, читайте сайты Радыё Свабода, далучайцеся да наўпростых эфірах Радыё Свабода на YouTube, читайте сацыяльныя сеткі і сачыце за тым, што адбываецца ў Беларусі. Сённяшні выбарчы эфір скончаны, а выбарчая кампанія працягваецца. З вами быў, усе гэтыя зрывы мікшаваў у студыі Радыё Свабода Валер Каліновскі. До сустрэчы в эфіры.